Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером присоединились к шуму. Сегодня изрядно пошумим. Ох, сколько новостей. Трамп запустил избирательную кампанию в Украине. Представляете? Да, это будем тоже обсуждать. Ну и, конечно, перспективы. А перспективы, конечно, горькие. Несмотря на то, что вроде бы как есть сигналы, что дожимает, додавливает. Просто такие руки выкручивает Зеленскому Дональд Трамп. Все-таки ситуация бедственная. И на фронте, и в тылу, и, конечно, эта война еще очень долго будет сниться многим. Ну и, соответственно, конечно, вы понимаете, что последствия ее, отголоски ее, отпечаток этот болезненный ее еще очень и очень множество раз будет давать о себе знать. В общем, это «Шум». Друзья, мы в прямом эфире. Всем большое спасибо, что уже поставили лайк. «Шум» — это максимальное общение с вами, конкретно с каждым. Вы пишете, что думаете обо всем происходящем, ну и, конечно, приходим к общему знаменателю, ну или пытаемся прийти. Значит, все как всегда, общение в конце, свои вопросы оставляйте в клубе зрителей Шелеста, закрытое сообщество в телеграм-канале, и на предложку свои истории, свои сообщения, свои пожелания отправляйте, это почта, обычная электронная почта, и некоторые присылают видео, кстати, одно из них я сегодня покажу, достаточно так щемит душу и по-настоящему важно. Но начнем традиционно с нашей игры в города. Кто откуда? И если слышите хороший какой-то шум из приличного города или знакомых мест, ставьте лайк, конечно. Кашалин с нами, Гданск в Ефиме, город-герой Ленинград, спасибо большое. Привет из Питера, привет большое. Очеретина, Афины с вами. Значит, объяснительно об опоздании на стол. Ох, слушайте, тут же все технически. Вот это пока все эти видео соберешь для вас. В общем, я думаю, что эти пару минут, которые в 21:15 по Киеву мы задержались, я думаю, ничего страшного. Ну, простите уже, как говорится. Харьков с нами, значит, Мексика смотрит, ничего себе, ого. Как бы привет. Значит, Запорожье шумит, Варшава, Серпухову. Привет из Заокского. Это тоже классная традиция. В чате трансляции видят какой-то город и передают ему туда же привет. Кривой Рог на связи, Италия шумит, город Фабриано. Ох, Италия шумная была сегодня. Хотя, знаете, так, судя по настроению, чуть тише, чем на Новодевичьем, когда Зеленский приехал. Значит, Копенгаген, Антрацит шумит, Солнево с вами. У нас тихо, спасибо. Порт Кантон здесь. Большой привет из Бордо. Большой привет и вам в Бордо. Киев, Мытищи. Свободзин, Польша. Бердянск. Александр, респект из Архангельска. Привет в Архангельск. Северодвинск тоже шумит. Ох, какие у нас северные города. Ярославль, Севастополь, Ханты-Мансийск, Дюссельдорф тут и Сахалин на связи. Значит, спасибо большое, что Белгород с нами тоже здесь. Копенгаген, Сочи, Биробиджан, Ярославль, Латвия тоже. Спасибо большое в Пинск за то, что регулярно смотрите. Беларусь, Измаил шумит, это прекрасно. Стамбул с вами, Макеевка, Псков, Хельсинки, с нами также Каховка, Новокубанск, Рейкьявик, Йошкар-Ола. Привет из Болгарии, привет в Болгарию. Друзья, вот таким замечательным составом давайте проголосуем в нашем сегодняшнем эфире. Это прям ключевое голосование. Это прям вот очень важное голосование. Готов ли Зеленский к выборам? Варианты. Конечно, готов. А чего? Все зачищены. Пожалуйста, вот вам выборы. Нет, он блефует. Без Али-Бабы никак. Не готов? Да. Потому что он не пойдет на эти выборы. То есть вот он готов к выборам, имеется в виду, что готов их организовывать. Собственно, мы сейчас послушаем ответ Зеленского. Это сейчас новомодная такая история, знаете, вот это голосовыми сообщениями со вчерашнего дня началось. Прям чат, журналисты задают вопросы, а он так вот листает, нажимает кнопочку «надиктовать» и надиктовывает. Представляете, какой король? Вообще, конечно, как вы относитесь к голосовым сообщениям? Иногда, конечно, это очень полезная, классная функция, но вообще очень часто... как-то такое неуважение, что ли, к собеседнику. Но он же оперативно, он же в поле. Значит, и еще один вариант ответа. Им плевать вообще, готов, не готов. Все, США сказали, будут выборы, Трамп лично сказал, значит, выборы будут. А там уже как, куда, чего, это уже детали, неважно. То есть
Кампания избирательная запущена. То все детали. Значит, Анадырь шумит с вами, Перевальск тоже на связи. Спасибо большое. Чернигов, Франция на связи. Харьков, ХТЗ, спасибо за шум. Грозный на связи. Лайкаем. Кто-то пишет. Да, действительно, давайте полайкаем. Когда эфир с Трампиком. Понимаете, как бы English so-so, эти переводчики, как бы так, знаете, не готов я с носителем вот этого вот американского произношения вообще как бы беседовать. И так, в принципе, худо-бедно на уровне школьной программы и чуть университета запомнил. Поэтому не знаю, когда эфир с Трампиком. Ставрополь шумит. Шептицкий на связи. Прекрасно. Москва. Столица всего. Ох, там венгры чудят. Ох, закружили венгры. Ох, как. Александр, так вы не один хотите мира до Нового года? Трамп тоже хочет до 25 декабря. Во-во. Поэтому тут видите, как все закрутилось. Действительно, Трамп, пишет Financial Times, передали источники, посланники, как бы приперли Зеленского к стенке и говорят: давай, до 25 числа организовываем согласие на перемирие, и все, из этого перемирия не выходим, или выходим уже в процессе договоренностей. Томск на связи, Ингушетия, Хабаровск, Ура, Львов, Самара тоже гремит, Николаев шумит, и Черкассы с нами. Омск, Борисов на шуме, Севастополь, спасибо большое вам, Тюмень, Рио-де-Жанейро, Камчатка, Тбилиси на связи, спасибо большое, да, последнее Рождество Зеленского. Трамп как Гринч украл у него это Рождество, оно же что-то переносится, там же по идее, там же как, 7 же января. В общем, давайте начинать. Действительно, знаете, вот все ждали от Трампа это раньше. Вот правда, раньше. Вот прям с первого дня президентства он должен был вести себя именно так. Но почему-то где-то что-то не срасталось. Он давал шансы. Даже после овального кабинета, в принципе, вот этого скандала, встречи, когда там Ермак Алибаба привез накладной, подставной бутафорский пояс Усика, они там его и забыли, в конце концов, и даже не пообедав, вышвырнули их с Белого дома. Там Маркарова сидела, краснела, пыхтела, щеки дула. В общем, вот тогда можно было это все предпринять. Но тогда решили действовать мягче, по-другому. Потому что, наверное, не было анкориджа. И наверняка, потому что не было четких согласованных позиций с Российской Федерацией. Кто-то скажет, Трамп стал на сторону Путина. Пускай говорят. Но то, что он не стал на сторону Зеленского, это факт. И выборы... Это прям ключевое заявление дня. Нет, он сказал, конечно, много и других вещей, про Европу в частности, но об этом позже. Вибори запустив Трамп в Україні. От що говорить. Ви вважаєте, чи час Україні проводити вибори? Так, я так думаю. Минуло багато часу, справи йдуть не дуже добре. Так, думаю, час. Гадаю, зараз важливо провести вибори, розумієте? Вони використовують війну як привід не проводити вибори, але українці мають мати право вибору, і, можливо, Зеленський переміг би. Ага, то есть, смотрите, мы сейчас наблюдаем дубль 2. Значит, они прикрываются выборами, да, и они их не проводят из-за войны, и, может, Зеленский победил бы. Слушайте, это примерно звучит, вот не знаю, согласитесь со мной или будете отвергать и опровергать, в голосовании в конце посмотрим в самом финале, что это вот нечто подобное, как бы, дойти до Москвы. Мы способны победить. Трамп говорит: слушай, ты король. Помните эти метания? И тогда все как-то так переглядывались, говорили: Трамп, ты чего? Как так? Ты же говорил, нет карт, а тут теперь гонишь их в контрнаступление, отбивать территории и побеждать. Мол, у Путина все плохо, Путин меня разочаровал. Постоянно тогда, пару месяцев назад, повторял как мантру, в начале осени, в эти дедлайны свои, которые откладывались постоянно. А тут дедлайны, похоже, не отложены. И модель, прием точно такой же, говорит: побеждай, Зеленский, давай. Слушайте, как дурачка вот это. У нас, знаете, вот в футболе есть такие моменты, когда, играли там дворовыми командами, и там, собственно, чтобы победить команду, надо было каких-нибудь лосей, которые здоровые, дыхалка серьезно, но играть не умеют, их загонять вот так по полю надо, чтобы команда немножко, а потом выпускать уже каких-то плюс-минус тех, которые забивать голы будут. Вот сейчас примерно та же история. Зеленского гонят как лося по футбольному полю.
Сначала говорит, наступайте, и вы помните, как продавали это добропольское наступление, вот там выступ, вот там сейчас, а потом, в конце концов, вот на прошлом шуме, вы помните, да, я показывал, что все, закрыли шахту, и так и написали, как на могильной плите, вот вам и добропольское наступление, вот эти ушки заячьи, вот эта вся история, сейчас вообще фронт, ему труба, но этого мы еще коснемся сегодня дальше в программе. Так вот, Трамп гонит Зеленского по той же тропинке. Давай, побеждай. Но, как и тогда, наверняка, он понимает, что никакого наступления на Россию или там резких каких-то движений, чтобы победить военным путем, невозможно осуществить. Так и здесь Зеленскому невозможно победить. Невозможно. Потому что если он победит, то у многих будут вопросы. По крайней мере, в этой стране під названням Україна. Не знаю, хто б переміг, але виборів не було вже давно. Говорять про демократію, але це вже не схоже на демократію. Да ладно, да ладно. Украина не похожа на демократию? Вы слышали такое? От президента Трампа, он всячески избегал этой темы. Он постоянно говорил, да нет, да вот, как бы вот один раз только что-то там сказал про выборы, помните, весной, разочек, и то как сказал, написал. То есть я не говорил ничего про выборы, и он прав, потому что не говорил, писал у себя в соцсети, а тут он его отправляет на выборы. Кого? Зеленского, величайшего, с военным положением. Ответ Зеленского не заставил себя долго ждать. И этот ответ, конечно, надо слушать. Этот ответ надо, конечно, вслушиваться. Потому что взяли, собственно, все телеграм-каналы и опубликовали, примерно вот это. «Всегда готов». Зеленский ответил Трампу. Ух, какой герой. Но на самом деле все немножечко выглядело иначе. И сейчас мы в эти контексты попробуем с вами вникнуть. Итак, Зеленский отвечает. Опять-таки. Подчеркиваю, отвечает в чатике с журналистами. То есть офис президента, там канал, чат. Журналисты разных каналов задают вопросы, и он там выбирает вопросы себе, нажимает голосовуху и записывает. Вот это голосовуха, собственно, которая породила вот эти «будь готов, всегда готов» эту піонерську зорьку. І так, сьогодні є багато питань про вибори в Україні. Сайт 24 каналу. Значит, смотрите, много вопросов есть. Вот сайт 24 канала у него спрашивают. Так бы, конечно, эти много вопросов, а так сайт же 24 канала спрашивает. Ага. Трамп сьогодні заявив, що настав час провести президентські вибори в Україні. І чи тиснуть США на Україну з цим питанням? І чи ви обговорювали його, це питання? Смотрите, президентские выборы. Это важно. Это президентские. Это в переводе на нормальный язык с их президентского, трамповского, да? Ты кто такой? Вот ты кто такой? Он сегодня заявил, что у нас есть 3 документа, из 28 пунктов осталось 20, а потом там второй документ — это гарантии безопасности, и третий документ — это восстановление Украины. 3 документа сейчас на столе, и это все обсуждается. А с кем? А с кем мне обсуждать, спрашивает Трамп, скажем так, вот ключевые вопросы по завершению войны, плюс вопросы по гарантиям безопасности, то есть с кем подписывать? И, понятное дело, деньги на восстановление Украины проворовавшемуся насквозь проворовавшемуся режиму, который фиговым листком сейчас затыкает свои провалы. Говорили делегації це питання. І так, передусім хочу сказати, що я це питання не обговорював. Поняли? Значит, смотрите, этот вопрос не обсуждали. Это у Трампа моча в голову стрельнула, понимаете? То есть встречались же, созванивались, вот это все, Витков и... Нет, это Рубио, да, нет, этого вопроса вообще его не было. Это Трамп только что придумал. Питання виборів України, мені здається, передусім залежить від нашого народу. І це... Да ладно, от народа зависит? Представляете? От народа что-то еще зависит в Украине. Питання народу України, а не народу інших держав. Понятно, это типа, ты украинец, Трамп? Это любимый прием, они его использовали. Помните, вот на преснопамятной встрече, которую я вспоминал уже сегодня в овальном кабинете, там Венс начинает ему говорить, вот у вас бусификация, вы тут такие, вы там сякие. Он говорит, а ты был вообще в Украине? Вот сейчас это примерно такой же ответ. А ты вообще украинец, Трамп? Будешь украинцем, будешь решать. При всій повазі до наших партнерів.
Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що я чув такі натяки, що ми чіпляємось за владу, або я особисто за крісло президента, і тому я чіпляюсь за це, і тому не закінчується війна. Це, якщо чесно, це абсолютно неадекватна історія. Неадекватная история. То есть, смотрите, он назвал неадекватными всех людей, которые говорят, что он не проводит выборы, да, и, в общем, схватил власть, и, в общем, война продолжается. Это неадекватные люди. Вот он адекватный, а все те, которые так считают, неадекватные. Трамп, неадекватный ты наш. Ау, не засни на заседании правительства, послушай, что тебе Зеленский говорит. Для того, щоб провести вибори, є два питання. Передусім, безпека. Як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами, щодо наших військових. Старая песня «Безопасность». Ну как под ударами голоса считать? Ну, смотрите, россияне как-то посчитали в своих сначала этих референдумах, которые били серьезно по югу, и, в общем, и по ЦВК били, и по зданиям вот этим били, и там были еще местные выборы, да, на тех территориях, которые сейчас подконтрольны Российской Федерации, но они как-то вот не жаловались. Да, не было там каких-то наблюдателей в большом количестве, какие-то были, собственно, допущены, но вообще как бы провели, ничего страшного. Но это же кто ищет, да, как бы ищет причины, ищет оправдания. Питання, як вони будуть голосувати, ви це знаєте, і не хочу повторювати. І друге питання – законодавча основа для легітимності проведення виборів. Смотрите, он говорит, ты нелегитимный, ему говорят. Он говорит, окей, давайте выборы. Надо ж выборы легитимные. То есть это стандартная фишечка Зеленского. Он берет выборы, он тут берет тему легитимности и накладывает ее на выборы. Говорит, так нелегитимные же будут выборы. Надо законодательно все проработать. І так як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз, заявляю це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. Значит так. Мы проведем выборы, но ты, Трамп, вместе с европейцами, можешь с европейцами, организуй нам безопасность. Ну, давай, организуй. Сколько там надо? 60, 90, 120 дней, вот, не стреляли, что. Помоги с безопасностью, и мы, конечно, проведем выборы. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. І я особисто маю на це волю і готовність. Далі, раз так пішла справа. Вы поняли? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. То есть, изначально, смотрите, вот это очень важно это слушать. То есть, многие прочитали, охренели, конечно, но это надо слушать, потому что текст этого не передает. Это человек, не пишущий шутки, он их произносящий в своем цирковом амплуа. Его надо слушать. Говорит, раз такое дело... Я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі, підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Підготували. Вы заметили, как изменился тон? То есть тон уже приказной, с раздражением, к холопам. Эй, вы, смерды, подготовьте, значит, мне. Я прошу вас, эти депутатишки. У него все плохо с депутатами. Но тут же включается вот эта местечковость, да, вот этот барин включается. Барин, сейчас там чего изволите, кушать подано. Вот так, он с ними вот так разговаривает. То есть тут он как-то, а тут он уже все, король, значит, подготовить мне законы, чтобы я во время военного положения мог выборы провести, чтобы они легитимные были. Вот этому Трампу сейчас покажем. Сейчас зробимо Трампа разом. Помните вот этот «Зробимо їх разом» в 2019 году? Он «Сделаем Трампа вместе». Це для мене. Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозицій від наших депутатів і готовий йти на вибори. Вот так вот, готов я идти на выборы. Я жду предложений и готов идти на выборы. Слушайте, ну это прям песня, праздник демократии какой-то. Вы понимаете, что он это делает, чтобы их не проводить?
он это делает, чтобы это вот для Трампа. Эта показуха сейчас будет для Трампа. Сейчас офисные каналы будут разгонять, да, как там, чего, где, бомбоубежище, ЦВК, голосование 5 дней, вот это все. Это все сейчас максимально сейчас насытится вот этими всеми. И все будут смотреть и вот слушать, а что ж там говорят эти политтехнологи, депутаты, всякие спикеры, ломы. Все это время будут стрелять, все это время будут, в общем-то, рвать фронт на тряпке, да, будут продвигаться дальше, будут убивать, будут страдать, и все это без света, чтобы никто ничего увидеть не мог, понимаете? То есть это изначально он включается в игру. Ну, смотрите, он мирное соглашение затягивает, и эти тоже будет затягивать. Обмен выборов на перемирие в этой ситуации вряд ли устраивает российскую сторону. Их другое устраивает. Их устраивает вот это гавканье с Трампом. Вот это российскую сторону устраивает. Поэтому они скажут: о, слушайте, ну мы нормально относимся, да, давайте. Давайте, вот мы сейчас увидим, что вы готовы. Ну, да, ну, как бы посмотрим, да, вот. И Трамп будет говорить: слышишь, Зеленский, Путин сказал, он тебе обеспечит безопасность, чтобы ты переизбрался. Вопрос только в том, что, он понимает, что он не переизберется. Они нарисовать могут все, что угодно, но столько нереально нарисовать. Хотя, если, конечно, Украина уже почти как Румыния, он надеется на этот сценарий, что сейчас мне быстренько нарисуют, мы для галочки вот пройдем этот путь и будем дальше воевать, будем дальше рулить. Это как бы он не может ничего с этим сделать. Его нагнули. Он должен идти на выборы. Он должен подтверждать мандат. Но тут украинский народ ему кукиш достанет из кармана и покажет, собственно, свое настоящее отношение. Ой, опасная история. И тут же важно, кого допустят с ним. С ним кого допустят к этим выборам. Короче, их нужно заболтать, а не проводить. Заболтать. Потому что уже спокойно все говорят: послушайте, он же говорит, я жду предложений. Но он же не решает, будут выборы или нет, по полномочиям. Это ЦВК должно объявить. То есть, он говорит, я жду, значит, партнеры, предлагайте мне 90 дней перемирия, там 60 дней передышки, там еще сколько-то дней передышки. А вы, давайте, депутаты-холопы, быстренько накидайте мне закончики, и сейчас мы будем выходить на выборы. Вот как он работает. Он включает и сразу перекладывает. Он великий. Он звезда. Вот здесь припудрить, вот тут прыщик затонировать, вот здесь начесик, вот здесь немножко там где-то чуть-чуть глазки закапать перед тем, как чтобы вздор был чистый перед выходом на сцену. Вот так вот, давайте. Стрелочки эти, реснички навести. Он так себя понес. Опасная игра, но она такая сладкая, потому что следующие заявления могут быть круче. Не просто не похожа на демократию, а, например, про диктатора. Ведь были же такие попытки. Российский фондовый рынок взлетел просто после этих сообщений Трампа о том, какая Европа загнивающая, о том, что все в принципе хорошо, все зеленое, все продается, цены растут. Вау, сказали все на ожиданиях, что Трамп действительно хочет закончить войну. 25 число декабря, Рождество, по католическому стилю, и в Украине по всему на свете стилю теперь уже, это должна быть дата, когда начнется рождественское перемирие. Если оно не начнется, то виноват будет Зеленский. Почему? Потому что, как пишет Financial Times, ему четко сказали: давай, говорят, делай что-то, чтобы это перемирие было. Он говорит: сделайте что-то с Путиным. Похоже, что с Путиным договорились. Тем более, российская сторона никогда не отказывалась от религиозных мотивов проведения перемирия. Например, Пасха, да, то есть светлый праздник, рождественское перемирие в самый еще там преснопамятный, какой там, 23-й, первое Рождество военное с января они предлагали сделать, да, Украина отвергла. И сейчас надо будет выставлять так, что это Россия там не дает это перемирие сделать, и, в общем, мы им не доверяем, они такие-сякие. Но здесь Трамп сделал потрясающую историю. Значит, Зеленский же в турне, да?
в турне. И он там Лондон, Брюссель, сегодня Италия. Общается по чатику, надиктовывает сообщения. Там Урсула говорит, Украину не сдадим. Там Мерц Макрон денежки ищут. Нет денег, а если попрыгать, они трын-трын, попрыгали, мелочишка. Все, сдавайте на кассу. Мелани, правда, какая-то кислая, но ее сейчас покажем. Тут другой момент. Он вроде бы все, он отверг. Он 28 пунктов, все говорят о 28, он оставил 20. То есть 8 пунктов вычеркнул треть в мусорку. То есть, видимо, самое главное, территории, вот это все. То есть, о каком... Это уже не мирный Трамп плана, да, план Трампа. Это уже другой документ. Но он говорит, вот у нас тут есть эти... Так смотри, мы его обсуждали с Англией, с Британией, с Урсулой, со всеми обсуждали. Говорит, а какое они имеют отношение к этому? Никакого. Но мы же обсуждали, они же вот утвердили, давайте и вы утверждайте. Кто вам дороже? Вот это когорта товарищей или Кремль? Конечно, Трампу дороже договоренность с Путиным. Естественно, потому что они к этому идут, у них свои цели. Это промежуточный этап. Им нужно... покончить с украинским конфликтом, войной, вот это все в мусорку и дальше заниматься своими проектами. Я поражен был, сегодня там представили, тоже, ну, заявлено, что это российское, понятно, что там многовато китайского, ну, скажем, внутряка вот этой внутренности, запчасти и всего остального, там снегоход представили, вездеход, специально для того, чтобы его ставить на конвейер и, так сказать, Арктику осваивать. А как они будут осваивать Арктику? Конечно, вместе с американцами. Все, Зеленский, надо перешагнуть. И вот сейчас пытаются перешагнуть путем выборов. А если придет кто-то другой, на кого уже, в принципе, в Британии делают ставочки, и не только в Британии, то, вот, в принципе, и Зеленский, вот он уйдет непобежденным героем, сохранит статус президента, ну, как преемственность власти. Его, конечно, тоже будут гонять, ну, вот как типа Порошенко, вроде как гоняют, даже санкции наложили, даже вот там награды позабирали, вот это все, но он же не сидит. Ну, в общем, как бы президент. У Януковича убрали эту должность президента решением Верховной Рады. Нелегитимно, неправильно. Это не может Верховная Рада забрать у человека, который был президентом Украины, в общем, забрать это прошлое. Но они вот сделали, поэтому типа президентом не называют официально Януковича. Но всех остальных-то называют президентами. И Кучма президент, там, второй президент, там еще какой-то пятый президент, шестой, это Зеленский. То есть вот на что расчет. На то, что он быстренько подсуетится, будет преемник из Лондона, ставленник Лондона. Ничего экстраординарного на выборах не будет. И конкретно, ну, в общем-то, сохранится этот же курс. Просто дадут передышку на 60-90 дней, ну, так и быть, выборы какие-то проведем, холопы проголосуют. На самом деле, вот если зайдут в это перемирие, то его уже нарушать не будут. Его уже будут уже гнуть конкретно вот этими же дипломатическими методами, исполнять пункты. Но почему-то, кажется, ничего не бывает более постоянного, чем временно. Если только зайдут в это перемирие, из него уже выходить никто не хочет. Потому что образуются мутки, бизнес, связи, решения, решалово. А если еще наложится смена власти, а это априори смена власти, причем, заметьте, президентские сначала выборы, сначала президентские, а потом же скажут, ну, смотрите, провели же президентские, давайте парламенты избирать под президента, а там и местное недалеко. Короче, тут только ткни эту историю, и, в общем, будет постоянно это перемирие. Вопрос, будут насыщать оружием Украину, накачивать или не будут? Каким образом будут готовить? Будет ли следующая серия? Будет зависеть уже от того, кого изберут украинцы. По-моему, разумный ход. И у украинцев наконец-то хоть маленькая, но появилась надежда, что они сейчас выгонят вот эту зеленую шоблу метлой обгаженной и выберут кого-то плюс-минус нормального, который будет понимать цену человеческим жизням, цену продолжению войны, цену отсутствия света и другим бедам. Буквально пару дней назад выходил Келлог и выдал заявление, которое все подумали, что ну что там, старичок уже в отставке, чего там. Говорит, сделка по Украине выходит на финишную прямую. Последние 10 метров, самое сложное.
говорит Келлог, уходя со своей арены. Он знает, о чем он говорит. Ровно поэтому Келлога и убрали, потому что надо заканчивать. Вот если надо там как бы реверансы отвешивать, был Келлог, помните, Ермака, как Алибабу обнимал, со всеми встречался, ездил там по Бабиному Яру, ходил, ему там дроны показывали, потом туда прилетали ракеты по этим предприятиям. А так он уходит, говорит, все на финишной прямой. Это конкретно результат вот смены и четких указаний и как бы рельс Трампа, на которые он встал, этот паровоз, и прет. И тут уже Зеленский со своими выборами: а обеспечьте мне безопасность, а помогите мне договориться, чтобы не стреляли ракеты. И сейчас будет новая серия, он рассчитывает на ту новую серию. Путин, останови огонь, надо Зеленскому переизбраться. Вот так сейчас думают, что проканает. Думаю, вряд ли так проканает. Я думаю, что тут совершенно другая история. Тем более, что запустив эту кампанию, Трамп должен тоже делать ставки на внутреннюю украинскую какую-то политическую среду. Что же касается европейцев, то это, конечно, смешно. Карикатуру сегодня вот такую опубликовал The Telegraph о переговорах Стармера, Макрона и Мерца. Говорят, мы должны противостоять диктатору, угрожающему Европе. Это типа Мерц говорит. А ему тут не Мерц, а Стармер, а Мерц как бы отвечает: но хватит уже, хватит о Трампе, давайте с Путиным решим, что будем делать. Ну, то есть это юмор, то есть это смешно. Диктатор становится Трамп, понимаете? И Европа вовсю уже становится на рельсы, что, ну, простите, Трамп — это исчадие ада. Там вот свои пункты Боррель опубликовал пару дней назад. И вот что пишет конкретно в пункте 2 про Европу. Европейские лидеры должны перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником, прячась за боязливым и благодушным молчанием. Вместо этого отстаивать суверенитет Европейского Союза, технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический, пишет автор вот этого бессмертного выражения, что у нас райский сад. Сад, конечно, райский, только Трамп, четко же указывая на Европу, говорит: ребята, что-то как-то смуглых у вас много, и как-то мы не узнаем вашу Европу. Какие-то порядки у вас там специфические стали, что-то на улицах какие-то странности происходят, да и вообще и с экономикой беда. Давайте каким-то образом возвращайтесь в чувство. Алло, Европа, давай, вернись, мы помним тебя другой. Но именно почему такой Европа стала? Благодаря этим Боррелям, экс-глава дипломатии, да, вот перед Кая Каллас. Вот, пожалуйста, это все их плод деятельности. Ну а кто виноват? Кто? Конечно, Трамп, потому что сейчас надо жесткую какую-то линию, оппозицию предоставить Трампу. То есть Европа должна еще позлить Трампа, позлить капитально. Сейчас мы будем наблюдать очень интересный переход, когда, ну и Трамп сегодня об этом тоже говорил и писал: НАТО считают нас папочкой, ну, называют меня папочкой. Это правда. Рюта говорит, папочка на него, все. Но сейчас нужно выстраивать ось против Трампа. Кто в этой оси хочет быть, а кто не хочет, вот сейчас будут четко проявляться все сигналы. Трамп выборами Зеленского сорвал все маски. Вот эти все его визиты и подтверждение внешней легитимности, мол, смотрите, я вот встречаюсь с Папой Римским, я встречаюсь еще с кем-то, я легитимен. Ух, все в мусорку. С кем ты встречаешься, папа? Мелани, Стармер, Макрон. Кто с тобой? Вот когда переизберется, тогда да, вы с лидером встречаетесь. А так с ИО непонятно кем. Это красивейший ход Трампа. И я думаю, что он нужен был именно сейчас, чтобы до 25 числа продавить Зеленского, прогнуть, подписать, парафировать, да, драфт какой-то, что будут двигаться по этому плану и по нему договариваться. Огонь прекращается. Путину скажут, что смотри, мы будем двигаться к выполнению этих пунктов, то есть ты будешь добиваться своих целей СВО не военным путем. Путин говорит, я готов, не военным готов. Сегодня там день тоже защитников, в общем, героев в Российской Федерации, он собирал собрание, тоже говорит, будем достигать цели СВО, в любом случае будем достигать, но как? Военным путем или не военным путем? Трамп может обеспечить достижение целей невоенным путем в Украине.
Да, это будет громко, будет стонать, кричать и просто трещать на весь белый свет, но это будет. У Трампа есть впереди нормально времени запаса, но он же остановил войну, значит, он герой. Правда, конечно, там не все так просто по поводу того, как он, собственно, останавливает войну. Вот, например, в Таиланде, ну, так получилось. Война вспыхнула вновь. Премьер Таиланда говорит, ой, что-то забыл, не помню. Зашли там, оккупировали какие-то села в приграничной полосе. Таиланд и Камбоджа. Тех, кого померил Трамп. Кстати, на этих видео очень интересно танки. Очень знакомые. Украинские. Оплот. В 2011 году за 200 миллионов долларов была поставка определенного количества, там 48, по-моему, в общем, танков для Таиланда. И вот они, танки, дождались своего часа, они, как говорится, теперь в деле, так сказать, работают. Но это как бы страшные люди, те, кто это помнит. Ну, я имею в виду 2011 год. Это они помнят, как в Харькове на заводе Малышева танки собирали, представляете? Какие были времена, какая была мощь Украины. Ну, сейчас, конечно, все не так. Сейчас все смотрят на Европу. Но в Европе тоже небезопасно находиться. Потрясающий комментарий дает политик, беглый политик российский, Гудков из Франции. Говорит, что-то как-то небезопасно у вас тут. Да и вообще надо искать какое-то место получше. Говорит, ну, во всех же фильмах так, да? То есть, если какая-то трагедия, то это идет удар, взрыв и рушится Эйфелева башня. В принципе, метафорически Франция уже где-то там, где-то рядом. Особенно, когда работники Лувра, недавно ограбленного, причем так дерзко ограбленного, так вот вообще просто с наскока, по-идиотски, причем какими-то вообще оленями ограбленного Лувра, потому что, ну, они там повыбрасывали короны, там покурочили вот эти все, скажем, экспонаты, то есть даже не смогли нормально все, собственно, это все соорудить и разобраться, что они украли, просто хватали что-нибудь. Так эти работники, у них там беда, забастовка, денег не хватает, они говорят, зарплаты, вот вообще часы какие-то уходят раньше. В общем, бардак происходит. Поэтому Гудков прав. С Францией надо заканчивать. А куда ехать? Ой, на край света, думает. Вот я уже не знаю, правильно я сделал, что я живу в Париже, во Франции. Ведь во всех фильмах, катастрофах, как раз там все и начинается с Эйфелевой башни. Тут она от меня не очень далеко. Надо все-таки Новая Зеландия лучше, потому что там 400 баранов на одного человека. Ну, как-то, наверное, можно там прокормиться. 400 баранов на одного человека, как-то можно прокормиться. Мне кажется, он, в принципе, Он, в принципе, формулу власти он описал. Вообще вот, как бы, ведь 400 баранов на одного человека, и можно как-то прокормиться, это все максимально подходит к Европе. И, конечно, вообще к любой, и к Украине тоже. Ну, если есть 400 баранов на одного нормального человека, он будет нормально кормиться. Так они живут, так они мыслят. Он же говорит о таких физических вещах, насущных, да, что Новая Зеландия, бог его знает где, далеко, остров, мать его, там, кто там будет по ним стрелять. Там же, помните, эти конспирологические теории, что там бункеры элиты мировые себе строят, там Австралия, Новая Зеландия, где-то там, вдруг ядерная война, у них там глубокие земли и бараны. Подземные такие ходы, города и бараны. Но это то, что у них крутится у этого поколения руководителей, это вылазит наружу. Они так видят. 400 баранов на одного нормально. Это феодализм. Это паны и крепостные. И такое отношение есть. И это отношение вылазит. Ну, в общем, опасно в Париже, надо ехать в Новую Зеландию. Окей, но то, что у этих людей уже видоизменено все, вот этого Борреля, который говорит, Трамп это наш противник, да, вот это все, диктатор Трамп, вот он нас ломает, конечно, ломает, не надо маску, штрафы накладывать, не надо, собственно, ну, скажем, посягать, не надо открывать рот на сильного игрока, на Америку, конечно, будут ломать, просто политики разучились, там элиты. Причем настолько, что даже абсолютно, технократичный
мозг Лукашенко тоже их не может понять, этих европейцев и европейцев новосделанных, ну, то есть относительно недавних, принятых в Европейский Союз, своих соседей, балтийцев. Насколько я знаю, сегодня некоторые страны уже пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать отношения с нами и с Россией. Но это запредельно. Уже встает вопрос, а они к психиатру ходят или нет? Ну, если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, ну пусть эта железная дорога стоит, она же никому не мешает. Нет, надо разобрать. Как? Мешает, надо разобрать. Если там есть какие-то вышки, они там подключены, электропитание, надо взять картинно под камеры, вот это все, оно искрит, они все раз такие и все выключили. Надо надо же потужно, чтобы выглядело. Потужно. Вообще, у Зеленского и европейцев дела очень плохи. И все вот думают, слушайте, вот сейчас вот кого-то не хватает кого-то на сцене. Ну, тут как тут, вирусный ролик с дня рождения дочери Джан Цанюка, героя Украины, именем которого улицы называют. Ах, как он залихватски веселится, и все у него хорошо. И 22-й год уже все забыли. И вот таким вот макаром это все происходит. И, ну, я думаю, что это, конечно, потрясающе. Дочка довольна, в костюме феи. Смотрите, пяточка, носочек, топ-топ-топ, разучивает танец. Этот человек не дал в 22-м закончить войну, вы понимаете? Этот. И его сейчас так не хватает. Бросай эти крылышки, бросай, мчись на помощь ты уже никто? Ну, хоть добрым словом помоги. Нормально же тебя отстегнули на форуме ЕС совсем недавно, пару месяцев назад, который Пинчук организовывал. Хороший гонорар получил, ты там потужные речи говорил. Надо сейчас тоже выступить, а ты там вот это пляшешь на дне рождения дочурки. Ты это завязывай. Можешь крылышки даже не снимать. На помощь Зеленскому. На помощь. Потому что давление на Украину нарастает. Даже Корчинский признает, ох, как давит на Европу, США и Украину. Но дзюськой, ну, в смысле, нічого не получится у тебя, уважаемый Трамп. Сполучені Штати тиснуть на європейців, щоб вони припинили надавати нам будь-яку фінансову допомогу і обмежують продажі зброї європейцям для України, можливо, на якомусь етапі взагалі припинять продавати зброю для України. При цьому Сполучені Штати хочуть зберігати свою агентуру в Україні, впливати на українську владу, визначати посади, хто може бути на посадах в Україні, хто не може бути на посадах в Україні, і впливати на наступні вибори, привести до влади яку-небудь путінську маріонетку. Це, зокрема, означає для нас з вами, що до американської агентури в Україні треба ставитися точно так само, як до московицької агентури в Україні. Вона тут неприпустима. Принаймні на найближчі півроку. Поняли? Значит, на полгода, гражданин, будь бдителен, тут агент Белого дома ходит. Это знак равенства с агентом Москвы. Почему? Потому что спецслужбы американские, собственно, они хотят привести путинскую марионетку к власти в Украине. Поняли? Зачем Трампу выборы? Поэтому, если у кого какие подвязки с американцами, сразу, тук-тук-тук, в 3 буквы избушка СБУ. В избушку постучите, малюк сразу среагирует. Ты кто? Агент Кремля? Нет, агент Белого дома или агент Госдепа. Вот как надо сейчас говорить. Это вскрывает все. Если бы Трамп, не сделал этого заявления, его надо было придумать, его надо было... Это лучшая политтехнология. Они уже начали. Они начинают борьбу с Трампом. И европейцы, и внутри Украины вот эти профессиональные украинцы, профессиональные патриоты, они будут уличать тебя в связях с Америкой. О, дожили! А как все развернулось? Как же это все развернулось? В начале войны и подумать никто не мог, я имею в виду 22-й год, когда большая война была уже открытая, там российско-украинская, что до этого дойдет. Представляете, агентура американская уже не такая Корчинскому. Ох, договориться. С Гордоном плохо. Он, кажется, начинает что-то понимать, и все грустнее и грустнее на разговорах с женой. У нас есть 2 главных вопроса, вокруг которых идут бои.
Это территориальный вопрос и вопрос гарантии безопасности. Именно эти два таких краеугольных камня являются определяющими в дальнейшей конфигурации. Я вам скажу, что я знаю. Я знаю, что нас, Украину... Как она на него смотрит? Это? Что ж ты там знаешь? Это соседние комнаты. Ну скажи. Ну слушайте, смурной Гордон давно таким не был. Вот давно. Выкручивая нам руки, склоняют к тому, чтобы Украина вышла с Донбасса полностью. И нам пытаются дать невнятные гарантии безопасности. Это реальность. Нравится она мне, не нравится. Конечно, как она может нравиться? Это реальность. Нам выкручивают руки. Ну, как-то Бацман не реагирует, заметили? Ну, в смысле, как? Ну, они так каждый день практикуют. Ну хорошо, выкручивают. Дальше что? Разговор идет о том, выкрутят ли. Ну вот сегодня мы будем все понимать. Сегодня. Час Х сегодня. А ты считаешь, вот что реально все сегодня? решается. Сегодня. Не завтра. Сегодня будем все понимать. Но это заявление связано, оно как бы, это что, умозаключение. Оно до вот этого выпада Трампа по выборам. Однозначно. Значит, не полетел бы Путин к Путину, не полетел бы Витков к Путину с Кушнером еще, если бы у них на руках не было бы уже более-менее согласованного с Украиной и согласованного с Россией плана. Потому что такие встречи, не отрывают Путина спецпосланники. Даже уважаемые страны не отрывают от дел, если уже не прописано 99% плана. Ну, смотри, я с тобой тут Поэтому я абсолютно считаю, не что там соглашусь. все прописано. Не соглашусь. А разве не прилетал Витков к Путину, и Путин с ним провел, не знаю, день, больше, Поспорь со меньше? мной. Слушайте, так интересно вот это. Помните, была такая программа на российском телевидении «Шоу Окна». Помните? Там еще Нагиев, там актеры были, они там сценки разыгрывали. Там вот там «Ты мне изменила с соседом», там, или там «Мы», там что-то вот такое. Ну, и там такие сумасбродные истории. И он такой: я Дмитрий Нагиев, еще с волосами был, не лысый. И говорил: вот это шоу «Окна». Понимаете? 2 окна. Он говорит: ну, поспорь со мной. Слушайте, так интересно прям наблюдать за этим всем. Ну, давай. Я тебе говорю. Витков, который уже не раз рассказывал, что я договорился об этом, вот они готовы на то. Я договорился, а потом все оказывается вообще наоборот, никто ему ничего не обещал, он не так понял. Не-не-не, Леся, это наоборот у твоего мужа, который обещал ровно год назад, что война закончится на Новый год, потому что большие люди куда-то приехали. Помните? Ровно год назад говорит: все, решено, последний день войны. Он не так услышал, или он уже глухой. В общем, мы этого не знаем. Поэтому в данной ситуации, чтобы не получилось так, как было в прошлый раз, помнишь, когда Витков так шикарно слетал в Кремль, так классно позависал с Путиным про половцев, поговорил, и оказалось, что передал совсем не те слова. Кушнер сейчас видит Про взрослого. Рюриковичей не путай. Тебе видней, да? Я думаю, тут. Поэтому я думаю, что Кушнер просто выполняет роль вот такого адеквата для того, чтобы точно понимать, на что готов Путин, на что не готов, но это никакое не время Че, а дальше ситуация опять может продолжать тянуться, и, скорее всего, она и будет дальше тянуться. Смотрите, это их расчет, чтобы ситуация тянулась. Это их расчет. Это они так хотят. Они под это подставляют вот этими пропагандистскими моментами. Ну, смотрите, Гордон уже все понял. Гордона не любят многие, а многие любят. Но Гордон интеллектуальный человек. Вот давайте так, он умный. У него путь большой, он может, смотрите, он может нести ахинею, он может там выходить и говорить: я призываю всех, давайте в армию, а сам никуда не идет, это он может. Но кадыки обещает вырвать. Но с точки зрения мозговой деятельности у него так все более или менее. То есть он уже он понимает, к чему идет. А жена зачем нужна для интервью? Для того, чтобы она не понимала, и для того, чтобы она, скажем так, правильный тон задавала этому пониманию. Все уже все поняли. Я напомню, этот диалог между этими супругами, он состоялся до объявления Трампа о том, что вообще демократия ли это, давайте выборы проводить. Зеленский. А Зеленский говорит: я готов, значит, я прошу тебя, Трамп, и европейцев обеспечить мне тишину, а я прошу тебя, Верховная Рада, как прошу, жду,
от тебя закона о выборах во время военного положения. Но тут же, понимаете, в чем дело? Все будет тянуться, все будет затягиваться. Уже я, если честно, прибалдел вчера от этих очередных голосовых вот этих сообщений, там каких-то заявлений Зеленского, от того, что у него в голове. Он гораздо менее эрудированный, к слову, чем Гордон, сам Зеленский. Но это стало трендом, это стали разгонять таким же образом, потому что это работает на затягивание конфликта. И чтобы каким-то боком понравиться каким-то не очень трампистским, но американцам. Начинают гнать другую волну. Китай виноват, що війна не закінчується в Україні, представляєте? Ну, звичайно, там є пряма комунікація, вона не завжди, а можливо завжди не публічна, але, звичайно, я б сказав, ключі від миру лежать в Пекіні однозначно з точки зору того, що якби Пекін сказав «стоп війні», то війна б припинилася. Тому що Путін би не пішов на цю війну, якби не знав, що його, як мінімум, одна частина його кордону надійно і спокійна, і з Китаєм все добре. Поняли? То есть, конечно, если бы... Ну, он уже лепит Горбатова к стенке, если честно. Вот сейчас говорит, значит, если бы Си сказал, остановись, Путин, а то что? Второй фронт в Китае, здравствуйте. Ты вообще смотришь новости, вообще понимаешь геополитически? Понимаешь, как профукали полностью все ваши великие геостратегии глобальный юг, и Бразилию, и Индию, и Китай, как сами себе нагадили под дверью, когда Подоляк же ваш говорил об интеллектуальных способностях, когда Данилов там пургу нес. Вот сейчас они тоже начинают эту пургу нести, но обстановка уже другая. Их надо гнать. И, конечно, сейчас какой-нибудь выйдет, у них же не так делается, у них же не делают заявления первые лица. Они могут спокойно, тихонько, например, как вот недавно, казнить человека за коррупцию. За коррупцию. Это за то, за что, с чем как бы борьбу возглавлял в Укрзалезнице Лещенко, и сейчас он вообще зам этого руководителя. То есть по антикоррупционной составляющей. Так там казнят за коррупцию в Китае. Тихонько все показали, это какой-то там менеджер, он взял 150 миллионов долларов взятки, все, вот он на стульчике сидит, прощается, так сказать. Так они действуют. А мы с ними играем в вот эти все детские игры, понимаете? И сами виноваты. Но обидно, что дальше это продолжается. Они думают, что сейчас Китай как-то внесет сумятицу и хаос в этом. Нет, они будут сидеть дальше и смотреть, и наслаждаться процессом. Как Трамп перегрызает глотку европейским глобалистам. Так и будет. Поэтому дело такое. Плюс Ватикан. Эта фотография, конечно, меня убила сегодня. Прилетает, значит, Зеленский в Ватикан. Они встретились, и у него была аудиенция полчаса. Полчаса. Дружеская беседа, понимаете? Полчаса. Они вышли на балкончик. Зеленский кого-то поприветствовал. Папа тоже. Вообще, конечно, черное и белое, да? Вот это черные силы и белые силы. Прям налицо. Прям вот читается все, да, как это... Много же было и в литературе таких по поводу попа и черта, да, вот таких сказок. Вот так это все выглядело сегодня. Вот именно таким образом. Ну и Мелани, которая была сегодня в Италии, это тоже просто надо видеть. Мелани принимает Зеленского. Мне такое ощущение, вот прям с первых кадров, что она как бы принимает какого-то, знаете, тяжело больного дальнего родственника. Улыбка деланная, Зеленский как бы делает вид, что он смущается. Им там устроили небольшой парад, все-таки прием государственный. Но Мелани уже явно думает, елки-палки, чё это я тут? Чё это я тут с ним вот это распинаюсь? Вообще о своем чем-то думает, потому что, ну это прям беда. Это прям беда. Настроение такое, так себе, поклонились, топают, какая-то недовольная Мелани, ну, может, погодка не задалась, фотографии на камеру, смотрите, раз, вот улыбочка, все, дежурная, да, мы здесь, мы вот, присели на креслице, присели, общаемся, да, Зеленский значительно выше Мелани, он в своих любимых этих зелеходиках, ну, в больших, да, вот этих с большой платформой, поэтому вот так он выглядит в полный рост, ну, вот сидя,
по-моему, по лицу Мелани все понятно. По взгляду сквозь, по ее мимике, а у нее же отличная мимика, она тоже любит, так сказать, погремасничать, понимает, куда все идет. Но, как бы, все равно рейтинги остаются рейтингами. Сегодня Политико. Конечно, кто победил в самом рейтинге самых влиятельных политиков? Конечно, Дональд Трамп, номер 1. Следующее, скажем так, следующие тоже очень интересные персонажи. Путин на 5-м месте. На 5-м. Значит, на 2-м после Трампа датчанка, премьер-министр, ну, которая Мерц 3. Неожиданно Ле Пен 4, потому что Ле Пен больше, наверное, представляет большую страну Францию с ее борьбой, да, непосредственно политической. Ну, это как рейтинг влияния, они там еще дают названия всякие, там королева или там звезда Севера, да, это Фредриксон. Ну, в общем, таким вот образом. Но интересно, что следующее, да, это, в общем, Орбан и Ступ, которые опередили Зеленского. 12, 13 и 14 Зеленский. Но Зеленскому все равно как бы хорошо, потому что он выше и влиятельнее. Представляете? Каи Каллас. Каи Каллас. Выше и влиятельнее. Вообще, что касается международной политики, вот этих всех притязаний на Китай, они не так, чтобы полностью безосновательны и сумасбродны. Нет. На самом деле, это четко идет отработка хозяев Банковой, спонсоров войны, партии войны, людей, которые не хотят окончания войны и хотят продолжения Рубилова в Украине, продолжения власти Зеленского, которые наверняка, ну, мне так кажется, будут поддерживать, что Зеленский пойдет на перевыборы, на свои, да, то есть, ну, там как-то запретят агитацию, в общем, это все высушат, поднарисуют, может, запустят в ДИИ голосование, почему нет. И вот, в общем, будут пытаться Зеленского продавливать на 2-й срок. Вот именно эти силы, которые дают деньги на войну, которые, в общем-то, обеспечивают информационно, которые спрячут в случае чего, именно они. И понимаете, в чем как бы такой эпизод специфический? Трамп ведь четко дал понять, он сегодня опубликовал твит очень интересный, он обращался к своим, ну, к своим согражданам, но тут тоже замешано на Украине. Значит, будет суд по тарифам. В общем, он называет эти тарифы, которые может принимать только он, это как экономическая защита Америки. Понятно, он выгораживает свои решения, что это вот очень сильно и мощно. Но через суд могут отобрать у него и отменить вот эти все решения по тарифам Трампа. А это же прямая история с Китаем. Они же там сейчас друг дружке начинают уступать. Редкоземы уступает Си Цзиньпин, чипы Nvidia для искусственного интеллекта уступает Трамп, и вот в этом ключе, собственно, и происходит торговля. Иначе бы, по четким правилам, условно, на какой козе ты к Китаю должен подъехать? Ты должен, получается, подъехать только с какими-то пряниками. Но у Китая и так до хрена пряников, они уже там догоняют и перегоняют Америку по своему укладу. Поэтому... собственно, тарифы, откуда они взялись? Вот это модель Трампа, бизнес-сделки. А внутри Америки суд может лишить Трампа вот этого права и отменить все предыдущие, еще и убытки компенсировать. Поэтому быстренько, он говорит, по $2000 на рыло, безусловного дохода, потому что мы такие классные, мы тут весь мир побрили на разные проценты тарифов, ну, чтобы раздать эти деньги, чтобы, условно, общественное мнение сказало: о, ну, слушайте, молодец Трамп. Он это делает не потому, что там знает, что ему там кого-то надо задобрить, а потому, что понимает, что это могут отменить и нужно будет возвращать. А это провал политический, внутриполитический президента Трампа. Поэтому вот это и прыгают на Китай зеленые чертики. Вот именно поэтому. Не потому что так сказали, потому что Украину сейчас как бы слышно, все говорят об Украине, когда закончится война, тем более такие громкие заявления. То Зеленский был светоч, а сейчас, ну, даже с 14 места его Трамп сбил
Потому что, ну, сбил. Этот рейтинг готовился раньше, там, понятно, учтены коррупционные скандалы, там какие-то еще, он бы еще выше был в рейтинге. Но Трамп его сбил этим, говорит, переизбирайся, кто ты? Поэтому тут очень тяжелый момент. Ну, в общем, если так немножко, ну, так углубиться, я очень жалею, что в рейтинг не попал Кеннеди-младший. Вот представляете, ему 71 год. И он в аэропорту национальном Рейгана 20 раз подтянулся на турнике. То есть, вы понимаете, это министр здравоохранения. Я помню, как критиковали решение Трампа, что вот, мол, кого ты ставишь. А он ставит здорового человека, который в 71 год вот такое чудо выдает на турниках. Поэтому как бы... И причем, смотрите, вот через силу последний, ему все аплодируют, конечно. Вот это министр, понимаете? Умерова можете представить на турнике сейчас? Хотя Зеленский тоже хорохорится. Я молодой, я там отжимаюсь, у меня штанга, у меня то и то. Но Зеленскому это не помогает. А в 71 год это вызывает уважение, как бы не относиться к министру здравоохранения. Поэтому пиар-эффект прикрывает реальные вещи. Расследования по ковидам, корпорации, повышение цен на лекарства. Вот так делает эту политику. Вот так пиар подкрепляет политику. А у нас наоборот. У нас пиар, да, как бы сначала, а потом уже политика. Вот в этом ошибка Украины, но потому что те люди, которые говорят, что они не субъектны, они, ну, как бы мают рацию, по-украински говоря, имеют представление, о чем говорят. Прыгать на Китай нельзя, а наши прыгают. По поводу Кушнера, кстати, то, что пытался донести Гордон, но это очень слабо получилось, ну, потому что, собственно, бацман, потому что жене вообще очень тяжело что-то рассказать быстро, ну и так внятно, она любит поспорить, это же украинская жена, ну, хотя какие не украинцы, но тем не менее. Значит, сегодня вот такой текст Вашингтон-Пост, вот такая статья. У зятя Кушнера, пишет Вашингтон-Пост, негативные впечатления от Зеленского еще с 2019 года. Впервые Кушнер столкнулся с украинской политикой в 2019, когда его представили Зеленскому. Впечатление, пишет газета, у него от этой встречи оказалось крайне негативным. Он впервые встретил Зеленского в июне 2019, спустя несколько недель после избрания Зеленского, когда его посадили рядом с ним на ужине в Брюсселе. Весь ужин был организован для того, чтобы свести Зеленского и Кушнера. Но это не сработало, сказал человек, знакомый с ситуацией. По его словам, Зеленский комик с ограниченным английским и без дипломатического опыта, кроме роли случайного президента в сериале. Выглядел неспособным к светской беседе. И они почти не контактировали. Через 7 недель Трамп попросит Зеленского по телефону расследовать дело про Джо Байдена, и это вот первый, собственно, звоночек, вот этот импичмент, да, помните? Это вот описывают ту историю. О чем это говорит? Зеленский, он из подворотни. Зеленский не может вести светскую беседу. И когда вот сейчас начинают говорить «зять», «Кушнер», «зять», нет, ребята, это как бы немножко высшее общество в понимании тональности, разговоров. Кушнер, кстати, сидел на встрече с Путиным, как вроде как этот кол проглотил. Но потому что он держал лицо, осанку, он был максимально всем телом, всеми эмоциями, да, вот вовлечен в этот процесс. И когда говорят, надо было Квиткофу посадить кого-то адекватного, нет, надо было посадить кого-то своего, и который понимает, с кем и где он находится. И в Брюсселе на ужине в июне не шутил бы скабрезно или хотя бы было о чем поговорить. У Кушнера, например, там, с кем-нибудь другим. У Зеленского не о чем говорить с такими людьми, как Кушнер. То есть это еще с 2019 года, и это еще до этих скандалов с расшифровками телефонного разговора первого срока Трампа и только начинающегося срока Зеленского.
Поэтому там осадочек очень интересный и специфический. Поэтому аналитика Гордона так себе в этом отношении, точнее, как его Гордонихи. У Гордона все нормально, он говорит, четко будут ломать, давить, говорит, отдавайте Донбасс. Но у нас же что сейчас запускают? Военные начали выходить и говорить, не отдадим Донбасс. Как это мы должны отдавать Донбасс? Вообще нет. Абсолютно. Никаким образом. Ну и начинают их расспрашивать о войне, да, вот как ее закончить. Тут один комбриг 92-й бригады, Нащупский есть такой Виталий, говорит, нет, нельзя идти на уступки ни на какие. Вы что? Я не хочу быть малоросом. Менше людей приходить служити. Тобто ви відчуваєте, що зараз менше людей? Звичайно. Ну, ресурсу мало. Мало. Свідомі люди перестали йти і взагалі всі бояться йти в армію. Значит, никто не идет в армию, все боятся. Осознанные люди вообще как-то не идут и не рвутся. Так в чем дело? Может, как бы в консерватории надо что-то поменять? Или Нащупский? Всі бояться, тому що я не знаю, чого бояться. Бояться захищати свою країну. Типа під лозунгом «Ми країні нічого не винні». То зачекайте, давайте збережемо державність, а потім будемо розбиратися, хто кому винен. Не-не-не, давайте разберемся сейчас, не потом. Вот сейчас надо разбираться, понимаете? Сейчас самое время, чтобы конкретно разобраться. Нам вот эту мантру, вы ее слышали не первый раз наверняка, давайте сначала защитим страну, а потом разберемся. Сейчас будут говорить, так, давайте быстренько Зеленского переизберем, потом защитим страну, довоюем, и вот тогда вот уже будем разбираться. Послушайте, никто не будет разбираться. Если сейчас не разобраться, то ничего не будет. Державність потрібно зберегти. Тільки так. І рахувати себе українцем. Наприклад, я себе і не рахую, ну, я не знаю, ким себе бачити. Ну, от, добре, зараз ми не будемо воювати за свою країну, піднімемо білий прапор, так, капітулюємо. Далі що з нами буде? Ну, ми зникнемо просто, да. Ну, це ви розумієте. Мне так интересно это. Мы исчезнем. Куда ты исчезнешь? Ну вот куда ты исчезнешь? Вот примешь ты соглашение, да, ты сделаешь серьезные уступки, да. Ну вот куда исчезнет? Цаплиенко, например, да, этот военкор. Куда вот он исчезнет? Исчезнет куда? Ну, ты будешь также сидеть у себя на плюсах, ты будешь, ну, понятно, что он же штурмовик, да, он же штурмовиком уже не будет, но будет преподавать в каком-то центре звания, геройские медали, ордена, пенсия у тебя будет военная, выплаты боевые. Комбригов не обижают. Ну, самое время закончить, и все. Ну, как бы куда кто исчезнет? Це я розумію, це розумію. Дехто зникне фізично просто, ну, зрозуміло, що дехто покине країну, а декого вони про це заявляють, що будемо переховувати, будемо старати українську ідентичність, якщо ми програємо. Так. Це Когда украинскую идентичность заявили, что будут стирать? Кто они? Вот это я, кстати, не понял. Мы сотрем украинскую идентичность. Да нет. Хотите на украинском, пожалуйста, вот вам украинский. Хотите там еще что-то? Нет. Да никто и государственность не забирает. Никто же не забирает государственность сейчас по договору Трампа. Кого вы и чем пугаете? Мужчины. А і що далі? Ну так треба ж, напевно, задуматися. Хто в тебе національний код? Будеш ти проживати, працювати там в Німеччині, в Штатах, без різниці, там в Франції, ну без різниці, в Європі десь там, так? Чи в Штатах. Будеш ти проживати, ти ж все рівно українець. У тебе ідентичний код вже там записаний, ти українець. Ким ти будеш, як не буде своєї країни? Ну, малоросом? Ну, я не хочу таким називати. Малоросом он не хочет быть, понимаете? Ну, вот если не будет Украины, все украинцы станут этими малоросами. В общем, всячески пытаются отбить историю о том, что война закончится, о том, что война закончится быстро. Смотрите, со стороны там российской все говорят, война не закончится, потому что вот не закончится. Не достигнуты цели, туда-сюда. Но там же есть определенный отходной путь. Говорят, цели будут достигнуты не военным путем. Чествуют своих героев СВО, чествуют россияне, собственно, там, награждают и так далее, и так далее. Там вот сегодня там мини-скандальчик вышел, донесли до Путина, что кто-то там жилье отбирает у семьи фронтовика какого-то, да, участника СВО. Вот, говорит, разобраться, что такое, вот это все. Ну, то есть на камеру красиво. Обычно такое исполняется. И, видимо, этот кейс, когда там в общем, отобрали жилье у семьи, там, у детей. Короче, то есть вот так они и будут. Ну, то есть у них есть, а что есть, а тут как бы Украины не станет.
Вот не станет Украины, и я буду малоросом. Да будешь ты украинцем. И никто не придет. Если сейчас договориться, никто не придет к вам в Киев, в эту студию, где вы сидите. К Гордону никто не придет. Придут только как бы бойцы с фронта. Придут и вот это вот будут, скажем так, изрыгать. Но бойцы с фронта опаснее, чем, собственно, вот эти россияне, да, потому что они знают, что не придут и не сотрут украинскую идентичность. Нет такой задачи, нет таких, скажем так, поползновений по стиранию идентичности. Украинскую идентичность сотрут люди, которые проиграли в войне и вернутся преданные своим руководством, потерявшие, насмотревшиеся на смерти, насмотревшиеся на руины, на страдания. Вот эти люди придут, и вот они, ну, не сотрут, но они очень серьезно изменят украинскую идентичность. И это будут, может быть, даже не воинственно настроенные люди на продолжение войны с Россией. Нет, отнюдь. Это будут озлобленные люди на этих крохоборов и этого Зеленского, которому сказали: иди на выборы. А он говорит: обеспечьте мне, пожалуйста, безопасность, а тут вот давайте законы, давайте несите мне законы в военное время. И они будут очень и очень серьезно негодовать в этой стране, в которой нет денег, потому что их разокрали, в этой стране, которая в долгах, как в шелках, в этой стране, где непонятно количество погибших и еще долго не будут раскрывать. Конечно, нельзя заканчивать войну быстро. Смотрите, я тоже скептически отношусь к этому заявлению, которое гуляет сетью этого раввина Днепропетровского. Тоже можно посмеяться в комментариях, тоже. Но это задача. За этим ездил Кушнер. Был не потому, чтобы оттенить адекватностью Виткофа, как говорит Гордониха, а потому, что, ну, собственно, раввин, вот есть это решение, оно выработано концептуально. Проблема в том, что оно выработано без Зеленского и, судя по всему, практически без Европы. Почему говорю практически? Потому что есть все-таки европейские силы, которые за это. Например, Орбан. Ну, сегодня там потрясающие, конечно, вещи. Венгерская делегация поехала в Москву, и там, в общем, заявляют, говорят: Урсула такая-сякая, столько беды наделала в Европе за всю историю. Еще там сделали ряд заявлений. Но они вообще как по энергетике. Они по нефти, они по газу, они переносят офис турецкого потока в Венгрию. Ну, так разумно делают. В Венгрии офис турецкого потока. В общем, это ПАКШ-2 строят, атомную электростанцию с россиянами. Ну, то есть в Европе силы. И даже Мелани вот эта, которая как бы вляпалась в Зеленского, и своим видом она демонстрирует, что я хочу отмыться уже. Четкое же было заявление. Все, мы вам будем помогать, Украина. Зеленский поможем. Дипломатически, не деньгами для оружия. Так вот, этого раввина Днепропетровского еще один пропагандист український обгадил. Цимбалюк. Дніпровський равін, а це саме та потвора, равін, як і будь-які інша. Потвора. Ну, это вот чудище, тварь, понимаете? То есть раввин, потвора. Это именно эта потвора, да? Она русских ждала, представляете? И сейчас говорит, 16 января все закончится. Вообще не верьте. Інший громадянин України може бути 100% потворою або почварою. Бо цей равін перед вторгненням він давав інтерв'ю 9-му ізраїльському каналу, і він казав приблизно таким текстом. Він прямо сказав, що ми чекаємо росіян, це інтерв'ю воно нікуди не ділося, і росіяни нікого з євреїв не чіпатимуть. Це ну, просто треба якою бути гідотою, щоб якщо ти живеш багато років в Дніпрі. Какая гадость, эти ваши заливные раввины. Это ж какой надо быть, ну, мразью, да, чтобы так говорить. То есть, вы понимаете, в гонке за срачом украинцы не останавливаются ни перед чем. Раввин, негодяй. Нет. Их как бы не будут трогать и россияне, их не будут трогать и украинцы. В Одессе, правда, начали трогать, начали проверять в Одессе этих, ну, с пейсами, да, в этих шапочках, то есть там было видео.
начали их проверять, потому что многие маскироваться начали под них. Они усекли, что, ну, ухылянты вот эти злобные, которые не обновляют данные, они поняли, ага, если надеть вот специальную эту с пейсиками, то можно ходить, и как бы ТЦКшники обходят тебя стороной. Это просекли ТЦКшники, и сейчас начинают у этих, так сказать, правоверных евреев, одетых как надо, в общем, у них проверять документы. Но на самом деле задача трогать всех, кто говорит, что война должна закончиться. Всех, кто говорит, давайте, вот как можно быстрее, потому что вот решение элиты приняли, или потому что мы не переживем эту зиму, или потому что, ну, будет очень тяжело, или потому что уже хватит смертей, или все, навоевались. Вот эти люди, которые вот находят в себе смелость ворочать языком в этом направлении, выдыхая воздух, то это враги, их надо как-то обкозлить. Цымбалюк специалист потому как козлить вот этих людей. Вот этим занимается. А Равин тут просто так совпало, что это этот Равин. Но в Одессе ждут мира на самом деле. Вот прям ждут. Вот местный житель сегодня записал ТикТок. У нас сегодня в море нашествие судов. Смотрите, сколько их. Я не знаю, откуда такое количество приехало. То есть он увидел огромное количество судов. Ну, понятно, что нормальный человек, опять-таки, это не означает, что скоро мир. Но, судя по всему, вот людям просто хочется видеть знаки. Ну, например, там, кошка пошла мимо лотка, да, о, знак, скоро мир будет. Ну, это как вот, допустим, да, там птицы низко летают к дождю. Вот мозг сам начал, потому что это желание внутри. Увидели много судов. Нам в комментариях, правда, написали этому человеку, говорят, если при Януковиче он там КАМАЗами вывозил, то эти морем будут кэш вывозить. В общем, ну, такие, знаете, комментарии, что это, наоборот, бегство означает, или, наоборот, сейчас там как бы завозят все, наоборот, сейчас будет хуже. В общем, разные версии, но люди смотрят на море, на эти суда, которые там в очереди стоят, погрузку-отгрузку, в общем, и они ждут мира. Они думают, смотрите, сколько судов, значит, мир придет. Понимаете? Ну, там другое дело, что, может, эти суда не могут пройти, потому что небезопасно там дальше. Все-таки же Черное море, в котором хозяйничает как бы Украина. Но, по всей видимости, Путин не зря комментировал на прошлой неделе эту всю историю с ударами по торговым судам. Может, они опасаются, да, поэтому и стоят здесь. Дело не в этом. Я к тому, что люди хотят мира. А у них всячески этот мир выдергивают. Рёбки вообще зраду разводит. Говорит, украинская линия фронта северски рушится. Ну, вот прямо рушится. Россияне прошли большую часть города и переправились через реку Бахмутовку к его западной окраине. Пишет Рёбки, опубликует вот эту карту, да, с фотографиями, геолокацией российского присутствия. Значит, Deep State пишет, что захват Северска состоялся как минимум наполовину. При этом российские же паблики и российские там источники говорят, что уже в центре Северска флаг над школой. ВСУ только несколько улиц на западе контролируют. В общем, прорыв в Северске состоялся. Но нам выпускают военных, которые говорят, что Донбасс сдавать нельзя. Що предлагають нам здати Донбас, так а за що ми боролись тоді? Понимаете, вот надо, смотрите, музыку, Суспільне Полтава. Вот смотрите, Полтава. Значит, врубили музычку, такую плаксивую. Пытается это ТРОшник, который там в теробороне, да, пытается рассуждать под эту музычку. Ну, як здати Донбас? Ну так вони далі Дніпро, а тут вже і Полтава, і вже все. Люба війна закінчується переговорами. Зараз не знаю. Наше діло поки стояти, тримати той фронт, якось захищати, щось робити, правильно робити. Ну, а їхні якось, ті умови, ті, що вони нам предлагають. Какие? Ты видел хоть какие-то условия? Или ты Гордона послушал, ТРОшник? Ну, то есть, эти условия, которые они нам предлагают, нельзя соглашаться. Да, война там, конечно, любая заканчивается переговорами, но на это мы не пойдем. Ніяк нельзя. Я не знаю, коли воно закінчиться. І оце таке саме питання, я б уже людей так би по губам бив би.
Ну, это он так мягко, конечно. Он же все-таки на общественном полтавском телевидении. Там есть эксперты дикие, которые не по губам бы били, которые сразу по заднице. Или по каким-то или достали бы свой наган, так сказать, и отстреливались бы. Представляете, люди, собственно, к нему тянутся, видят, что он Полтава, да, ТРОшник, говорит, ТРОшник, полтавчанин, родненький, когда война закончится, когда война закончится? У людей это первый вопрос. Друг с другом они общаются, и они первый вопрос, когда уже все это нахрен закончится? А он бы их по губам бил, потому что достали этого ТРОшника люди с этим вопросом. Коли закінчиться? Та звідки я знаю? Ну прийди, поможи мені. Прийдіть, поможіть, і ти подивишся, і ти сам тоді будеш сказати, не знаю, коли воно закінчиться. А в чем помочь? Ну чем тебе, ТРОшнику, в Полтаве помочь? Дуже велика кількість їх. Їх велика просто, їх тьма. Там, де нас, наприклад, сей 10 чоловік, їх буде стоїти. І ти нічого не зробиш. І в них цей ресурс, в них просто людський ресурс дуже великий. Ми цього собі не можемо дозволити. Ми не можемо відправити 10, а давайте ще 10. Не можемо ми так. Это непонятно было немножко раньше? Про человеческий ресурс, про их подходы к мобилизации. И раньше непонятно было ТРОшнику. А он-то говорит, 4 года войны скоро, а он-то, у них ресурс больше. Так ясен-красен, что больше. И технологически подтянулись и перегнали в некоторых во многих позициях вооруженные силы Украины. Конечно, есть много вещей, которые украинские вооруженные силы не могут себе позволить. Но Донбасс сдавать, ну как это отдать Донбасс? Вы что? За нами Полтава. Никакого Донбасса. Интересно, как по поводу Донбасса сегодня написала Латынина в Иксе. Это потрясающее что-то. Значит, что пишет нам Латынина? Значит, российскому генштабу нет смысла торопиться брать Славянск и Краматорск. Мало кто заметил, но условия переговоров и позиция Зеленского предоставляют России уникальную возможность, а именно продвигать вперед линию фронта в любых местах до той поры, пока не будут взяты Славянск и Краматорск. Многие почему-то по умолчанию предполагают, что вот Россия первым делом и любой ценой будет пытаться занять Донбасс, и стратегия Зеленского именно такая. Он типа лишнего клочка не отдаст, но Донбасс пойдет явочным порядком, может и перемирие запросить. Вот получается, что если Славянска и Краматорска не брать, а продвигаться тем временем в Запорожской, Днепропетровской и прочее, то ни Трамп ничего не скажет, не возразит, ни Зеленский не сможет согласиться, попавшись в собственную ловушку. Есть такое мнение, что Зеленский вот слишком... Вот он как светские беседы не может вести еще с 2019 года с Кушнером. То вот здесь таким как бы и попахивает, что Славянск и Краматорск на закуску, а там будем продвигаться дальше. Ну, куда-нибудь, в Запорожской области. А потом, чтобы взять Славянск и Краматорск, и, в общем-то, стоп-игра, все в домике. Только территориальные потери будут больше. И почему бы, например, не перейти на другой берег Днепра под это дело? Там же Херсон тоже. В общем, что-то начала Латынина подозревать об этой тактике и стратегии, на каком уровне переигрывают Зеленского. Но с выборами очень красиво его Трамп развел все-таки. У Латынина сбываются вот эти догадки, судя по последним событиям. Значит, появились кадры подрыва моста в Старом Салтове и вот это Печенежское водохранилище, собственно, пробито, это дамба. Харьковская область, как раз то место, где, ну, вот, собственно, по Латыниной будут, возможно, продвигаться, чтобы отодвинуть дальше фронт и до взятия Славянска и Краматорска. В самом же Славянске и Краматорске беда. Люди начинают уезжать. Причем люди оставались там, надеялись, что вот сейчас, вот сейчас как-то выкрутят, дожмет Трамп Зеленского, с Путиным договорятся, и все остановится по линии боевого соприкосновения. Но Зеленский ни в какую, Зеленский не поддается,
Поэтому, в общем-то, люди все закрывают, люди закрывают квартиры и вот чисто поле, там, по знакомым, по друзьям, по волонтерам в чужие места со своих домов, хотя надеялись до последнего. Но эти люди никому не нужны. Ну, подумаешь, там Краматорск, Славянск, да кому не нужны? Это все укрепрайон. Мы место для жизни превращаем в окоп, в блиндаж, какую-то солдатскую кухню, чтобы обслуживали, так сказать, солдатские нужды. Дома, отличные бойницы в ваших пластиковых окнах. На крышах хорошо станет какой-нибудь миномет или какая-нибудь установочка. Ну, или какой-нибудь дрончик оттуда будем запускать. То есть все прекрасно понимают, люди, что вот они надеялись до последнего на эту геополитику. Они думали, что вдруг фронт остановится вот перед ними. Там с Константиновки идет движение. Ну и там с других мест охватом, да, вот туда приближаются к Святогорску, потому что Ямполь — это уже там рядышком все, в тех краях. И вот они надеялись, но надежды потеряны. А все почему? Из-за Зеленского. Зеленский же бьет по России. Значит, там 38 беспилотников, последнее сообщение было, на Москву летели беспилотники, значит, поражает опять заводы, там, нефтеперерабатывают, в общем, вот эти все как бы потужные вещи. Он даже журналистам вот во время вот этих всех заявлений сегодня говорит: мы сапсаны, длинные Нептуны, фламинго, короче, все используем и бьем. Вот в Геническе сегодня прилетело. Геническ — это как бы номинальная столица Херсонской области в российском понимании, потому что там все административные центры и там все пункты управления. Херсон же на другом берегу под украинским контролем. Ну, вот так вот, в принципе, все и произошло. Домики, морюшка и вот такой прилет. С другой стороны, по югу, в Одесской области, обстреляли нефтебазу в Авидиополе. Значит, это случилось еще 1 декабря, но сообщили сегодня. Причем не сообщили бы, если бы не беда. После прилета по закрытой нефтебазе экологическая инспекция заявила, что возник масштабный пожар на площади 220 квадратных километров, и в атмосферу попало 20 тонн загрязняющих веществ. То есть об этом мало кто говорит. Когда условно там Украина бьет по нефтяным объектам Российской Федерации, Россия бьет по там нефтяным объектам украинский, ну, короче, Киев, подконтрольным киевским властям, то есть же последствия. Выбросы, загрязнения, какие-то вот эти... А эти же последствия, их тоже принято, их можно посчитать в деньгах. Вот вам и репарационный кредит, который никто никак не может, собственно, добить. И тут, понимаете, в чем дело? Подходы Трампа нам говорят не о том, что война все спишет, а о другом. О том, что все как раз будет подсчитано. Все будет подсчитано. Но прежде всего, конечно, всех волнует, будут ли подсчитаны люди в Украине. Доходит уже до смешного, что не только там мужики, которые прибывают на ротацию, военнослужащие вооруженных сил Украины, уже стесняются форму носить в тылу, уже и женщины делятся историями, как в школу приходят деткам рассказать о войне. Ну, как у нас там принято, да, ветеран приходит. Война, правда, не закончилась, но ветеран уже приходит и, в общем, уму-разуму учат. И вот такая девчулька, военнослужащая, отправилась в школу і поразилась, як її там встретили. Люди самі, там перехожі, коли вони бачать дівчину по формі, військовослужбовицю. Це жах. Я ненавиджу ходити в формі по Києву, тому завжди себе, як тебе передягнуть, одягну просто чорні штани. Ненавидит ходить в форме. Она лучше переодевашку с собой возьмет. Ну, вот таким вот макаром. Зачем эта форма? Не нравится ей в тылу, по форме. Один раз приїжджала в школу, треба було там дітям розказати, що таке страшна війна. Туди-сюди. Йду по коридору, поки перерва.
І чисто біжать цієї малышня, не знаю, може клас 6 і оруть. Пацани, прячемося, ТЦК. А, тут вже навіть діти. Да. І це настільки трендеться, настільки мене просто розбиває, тому я максимально ненавиджу приїжджати на цивілку. Ненавидит приезжать на гражданку, потому что ее уже, ну, при всем уважении, дробненькую, меленькую, соплей перешибешь, сколько там ей лет, вообще непонятно, очень молодая девочка, по форме, уже ее детки, ну, понятно, дразнят, да, но уже принимают за ТЦКшников. Отношение к ним жуткое, а все говорят, ну почему, как же, это же ВСУ, ТЦК, они же там служившие или около служившие. Нет, это прям бич этой войны, и именно поэтому, вот все говорят, выборы, выборы, так он не изберется поэтому. Он по этому поводу не изберется, Зеленский. Вот поэтому. Значит, Киев, Деснянский район. Избили мужика. В полиции заявили за то, что он, в общем-то, за неповиновение, да, задержан. Об этой истории рассказывает, ну, вот, собственно, об этой истории рассказывает девочка в своих соцсетях и прикладывает жуткие фото. Значит, мой папа до и после избиения полицией. Вот она фотографирует и выкладывает там серию сторис. Диагноз у него. Ушиб головного, в общем, сотрясение головного мозга, кровоизлияние, перелом глазного яблока, перелом там, гайморовой пазухи, мягкие ткани, челюсть с двух сторон. В 5 местах перебита челюсть у папы этой девочки. Написали в протоколе задержания телесное повреждение, а то, что он там где-то, это он ударился, потому что упал. 5 переломов, травма мозга, это, получается, ссадины, потому что упал. Еще написали, что он не выполнил просьбу остановиться. Не приказ, не как бы требование, а просьбу. Оказывается, за это теперь бьют до кровоизлияния в мозг. Подали они заявление в ГБР, понятное дело, Департамент безопасности. Произвол полицейских в гражданской одежде и оружием в руках. В общем, за это должны нести, собственно, ответственность, пишет эта девочка молоденькая. А потом спрашивают, а что это их с ЦКшниками все путают? Они уже форму не надевают, понимаете? Вот это вот у девочки папу так не остановился. Да? Его сразу отметелили. Кто? Менты. А что останавливали? Причина остановки. Ну, понятно, какая причина остановки, правда? Всем понятно. Причина остановки. Адвокаты, конечно, в шоке со всего происходящего. Вот одна из адвокатов вообще, конечно, прозревает. У них есть, у ТЦКшников, есть конкретные, скажем, пункты в новом законодательстве, которые ей, этой службе ТЦК, позволяют избегать ответственности. Я не розумію, що відбувається. Ми виграли суд проти ТЦК. Мене мають зняти з обліку, але ТЦК нічого не робить, бо на період воєнного стану їм начебто дозволили не виконувати рішення суду. То есть, пока военное положение, ТЦК можно не выполнять решение суда. То есть, суда. Это означает, что там расследование все провели, все нормально, передали, как бы все в комплексе, все хорошо. Там ГБР, ТЦКшники виноваты. В общем, тут конкретный пример, что вот я уже все отдал, а меня не ставят не ставят на учет. А я к ним, а что делать? В суд подаю. Суд говорит, поставьте его на учет. Он там непригоден, он там такой, с такими там проблемами. Доказал. То есть человек выиграл суд. А ТЦК ничего не делают. И это законно.
Як це можливо? Річ у тім, що у законі про виконавче провадження дійсно з'явилася цікава норма. Вона зупиняє виконання судових рішень, де боржником є органи військового управління, в тому числі і ТЦК. Вот так вот. Решил суд, что ТЦК там должен что-то сделать или в чем-то виноват. Ты можешь не выполнять это. Почему? Потому что военное положение. Смотрите, а давайте поиграем в буковки. ТЦК и ЦВК. Зеленский в этом аудиосообщении, с которого мы начинали, ответ Трампу, ответ, я готов. Он ждет предложений от законодателей, чтобы не отменять военное положение, а чтобы в рамках военного положения выборы провести. Интересно, а ЦВК во время военного положения будут отвечать за какие-то нарушения? Ну ладно, ЦВК, вернемся к ТЦК. Звісно, її створювали для фінансових питань, але тепер вона працює для всього. ТЦК може не виконувати рішення суду про зняття з розшуку, про виключення з обліку, про розгляд відстрочки та про що завгодно. І виходить, це законно. Ну вот так. Ну дальше она говорит, мы там, конечно, найдем лазейки, как вам помочь, приходите к нам. Ну это же адвокаты и хлеб, но тем не менее. Вообще они у нас вторые после Бога стали. Они же как говорят, ТЦК это военные. Вот мы военные, мы ВСУ, да? Отлично. А ВСУ это кто? Тут брали интервью у одного капеллана. Говорит, это слуги. То есть солдаты ВСУ, военнослужащие, это слуги. Вы так скажете, народа? Солдат ВСУ – это слуга Божий. Збройні сили, в даному випадку України, якщо ми за Україну говоримо, які виконують Божу функцію. Тому кожен боєць військовий, він, увага, слуга Божий. Людина може бути при цьому атеїстом, не визнавати Бога, не читати Біблію, не знати про цю істину. Але я, як християнин, як капелан, як пастор, як людина, яка вивчає Святе Письмо, просто говорю, що в Біблії так записано, що людина з мечем в руках, він слуга Божий. В даному випадку він виконує функцію Божу по приборкуванню зла. Зло буде остаточно приборкане після другого пришестя Христового, але до другого пришестя Христового Бог дав людям ці повноваження. Тобто Бог не буде прилітати постійно з неба і зупиняти будь-якого вбивцю, агресора, гвалтівника. Для цього він зробив інституції. І от ми про них говоримо, зокрема з ЗСУ є цією інституцією. Ну, тема досить широка, цікава, можна говорити про зброю, що в апостолів була зброя, що Ісус Христос їм не забороняв цю зброю носити, і деякі з них цією зброєю користувалися. Це цікава тема, але коротко, як поєднується віра і військовий обов'язок? Органічно. Тобто про це дуже багато сповіщає нам Бог через сторінки Святого Письма. Вот так вот. Все, это слуги Божии. Поэтому ТЦК – это ВСУ, слуги Божии освобождаются на время военного положения от решений суда. А у него свой суд. Божий. То есть это вот что-то мне напоминает, вот эти все моменты, как там один из, ну это такой, я его тоже часто показываю в шуме, он там молоко пьет в пост, говорит, молоко в пост можно. Священники все, ну, которые там постятся, они в шоке. Сейчас там рождественский пост, да, и все как-то так, ну, православные тоже пытаются такие, как, какое, в смысле молоко можно? Говорит, можно. Ну, у них новые подходы. Воин – это слуга Божий, потому что Бог, ну, он же не может всех там, значит, полицейский – это вот институция, полиция, да, она всех там наказывает за грехи. Значит, это вот все, это рука Бога. Папа девочки из Деснянского района Киева в чем виноват? Что он попал под горячую руку Бога попал, понимаете? Но есть и адекватные люди, еще они остались в Украине. Вот социолог раскладывает, смотрите, говорит, вот эту дилемму ТЦК это ВСУ, ну это не дилемму, а вот эту, ну, скажем, формулу, ее невозможно в украинском обществе скрестить. Смысл всего происходящего в чем? Что все говорят, ТЦК это ВСУ, это означает, что к ТЦК будут, ну, хорошо относиться, да? Ну вот, хорошо будут относиться, потому что они же ВСУ. А социолог говорит, не, так не работает. Будут плохо к ВСУ относиться из-за ТЦК. Якщо люди зрозуміють, що ТЦК так само Збройні Сили України, вони швидше зненавидять Збройні Сили України, ніж полюблять ТЦК. Тому давайте, от вони різні, ото хай вони будуть різними. Проблема в тому, що от ці практики, які є, вони не тобто питання в тому, треба повернутися до закону. Якщо в ТЦК почне працювати згідно закону, тоді в нас історій в негативних стане багато менше. Але тут же питання яке? В ТЦК гонять план. ТЦК беруть, проходить комісія за Швейком, ну коли ми знаємо частини, от ви читали, як Швейка, скільки в нас людей, ну Швейка, Швайко. що? Швайко. Это какое-то позорище.
То есть социолог, грамотный мужик, говорит, ну вы читали, да? Швейка читали, да? Он говорит, Швайка. Ну, похождение брава солдата Швейка Чапика. Так. Чапик из похождений солдата Швейка, бравого солдата Швейка. А она сидит и говорит, это Швайка. Боже мой. Да, от я російською читав, тому я не знаю, як воно правильно українською казати. А что такое? То есть то, что ты, друг мой социолог, все то, что плюс-минус является классикой, что должен, ну, как бы, прочесть хотя бы раз, чтобы ориентироваться. Пускай там кто-то бег. Я знаю люди, которые там, ну, бегло, но они просто для понимания вещей там не вчитываются, цитировать тебе не могут. Условно, даже если ты раз прочитал и забыл, ну, ты как бы ориентируешься. То есть это must-have определенный для определенного поколения прочитать какие-то книги. Но ты же их все по-русски читал. Когда эти книги были русские, ну, на русском языке, при Советском Союзе, там, после Советского Союза. То есть ты по-русски прочитал все то, что сейчас пытаешься на украинском нам принести, социолог. Социолог со смешной бородой. Но это ладно, это другая тема. Он же все-таки серьезные вещи рассказывает, что ТЦК и ВСУ, надо их вообще разделить. І комісія у нас відбувається так само, коли приходять люди, здають в частину, щоб спихнути, виконати Читай Швейка. план, потім підрозділи не знають, що робити з цією людиною, яка на завтра розвалиться, людина потрапляє в шпиталь і так далі. Лікується чим? Нормальною медкомісією, яка, ну, дійсно нормальна має бути. Щоб там і психіатр подивився, і людину шизофренію не відправляв, і продивились фізичний ставище, щоб людина, яка не може ходити, необмежено придатного не отримувала. І ці речі, хоча це ж відбувається. Тобто повертаємося до закону з одного боку, а з іншого боку, оці ці контрактні штуки, вони дуже позитивні. Головне, що людину мотивує не йти, це невизначеність, невідомість. От мене схопили, я не знаю, що буде далі. А якщо людина сказати, от дивись, в тебе такий-то план, ти пройдеш так-та, і їй покажуть карту, по якій вона буде йти. Їй покажуть, що в м'ясному підрозділі опинитись шансів майже немає. Більше відео. Да ладно, почти нет оказаться в мясном подразделении шанса. А вообще, конечно, надо рассказывать. Смотри, ты сейчас в учебке будешь штаны протирать, да? Значит, научат, чему не научат, дело такое. Отправят тебя к какому-нибудь там командиру, он тебя забросит не пойми куда, ну, чтобы как бы дырку заткнуть. Там, возможно, к тебе прилетит дрон, возможно, Искандер на построении, возможно, как бы в тылу, в бою, как бы как мужчина, да. Ну и тебя, если что, эвакуирует какой-нибудь вот этот вот робот наземный, ну вот это, которая в Москве еду доставляет сейчас и по всему миру, там в Китае, например, роботы-доставщики. А у нас роботы-доставщики популярны в этом, на фронте. Ну, то есть там Зеленский же, помните, баллы хотел насчитывать за то, что используют роботов, чтобы условно человеку подогнать его, он там худо-бедно как-то залез, и его типа эвакуировать с поля боя. Ну, вот такую дорожную карту и, в принципе, расскажут. Потом расскажут тебе, что, в общем-то, ты как-то не так погиб в бою, и поэтому твои 15 миллионов тебе, в общем, твоей семье выплатят, может выплатят, может не выплатят. Ну, это как повезет с командиром, если он что-то подмахнет, если какие-то свидетели будут, как ты погиб, а вообще ты был по форме, в бронежилете одет или нет, а трезвый, или там, может, какую-то таблетку не ту съел до этого, кто-то видел. Ну, то есть, вот такие моменты. И, конечно, да, вот такая дорожная карта. Надо просто все рассказывать, и тогда, конечно, будут сами идти в ТЦК. Вот это примерно все, как бы, дорожную карту ТЦКшники пытаются рассказать, ну, вот, например, в Полтаве, да. Вот, смотрите. Толпа ТЦКшников, мужика остановили, и они прямо вот силком, прям за руки, за ноги. Полицейские стоят рядышком, ну, как они говорят, служба Божия, или как, слуги Божьи, да, вот это вот они. Смотрите, сколько архангелов налетели на одного грешника. Вытащили мужика. Мужик уже как бы лысый, уже, понятно, жизнь пожил, но такого не видел никогда. И сразу раз его, и на дело правое. Вот это пока он там пытался как бы прикрыть важные органы для жизнедеятельности, чтобы, не дай бог, там не ткнули. Да, они ему рассказали дорожную карту. А вообще люди, конечно, еще мешают.
дорожнюю карту рассказывать, что тебя ждет. Вот в Днепре, например, да? Вот. Днепр. Вот таким вот макаром. Значит, мужика ведут, а пацаненок, ну, видно, что он молодой. Ну, там, ну, я не знаю, сколько там. Может, лет 20, может, меньше, кстати. Может, вообще подросток. Очень молодой парень пытается отбить его. Ну, и в конце концов его задули газом. Ну, а что он там пытается отбить? Ты кто, пацан? На тебе из флакончика по твоим глазным яблокам. Хватит, давай умывайся. Ну, нас видишь, как обжигает. Так, давай умывайся. Давай умывайся, садись. Давай. Ладошки подставляй. Давай. Ну, вот такая реклама воды Карпатская Джерельна. Помните, там был... ну, это те, кто как бы из Украины, вот эту марку воды очень любили рекламировать, когда там такой типа старик, ну, как бы старик, такая борода у него, вот видно, старик, но у него такое мускулистое тело, такое, ну, мускулистый такой, да, вот старик, да? И там типа Карпатская, там глотнул, и ты вот весь такой... Вот это вот Карпатская Джерельна, вот, собственно, отличная реклама для этих дел. Киев. Ой, красота, ой, молодцы. Придурки! Придурки, что вы делаете? Знаете, тут уже как бы нервный смех. Вот эта женщина, которая продает на трассе светящиеся шарики, в этот день, вот сегодня, когда в Киев 70% города в блэкауте, ну, там включили там, условно, там, на 3 часа, да, а потом опять выключили, потому что во многих регионах, да, сегодня типа ремонтные работы, ну, понятно, напряжение не выдерживают, а она с этими светящими шариками как бы вот присутствует незримо в этом всем. Но крики «придурки» от женщин, от людей, это вот прям явное отношение к слугам Божьим. Вот красиво, да? Все, выполнили задачу. Молодцы. І всі морди сховали, всі морди сховали. Молодці. Давайте, йдіть далі. Ну, вот видите, эта женщина с шариками, это как, знаете, какой-то... Ну, какой-то, знаете, какой-то эпизод такой, да, вот этого абсурда. Понимаете? Вот этого абсурда вообще бытия, в котором мы находимся. Этот ужас, который мы переживаем, с этой улыбкой клоунской на лице. Это такой квартал 95, бесконечный. И она с шариком, где сияют витрины и горят фонари. Город Киев. Она говорит, придурки, ах, вы это, выполнили план, засунули мужика. Да, засунули мужика. Конечно, морды сховали. Они же слуги Бога, вдруг их узнают. Слуги дьявола. Вообще смешалось все. Добро, зло, хорошее, плохое. Сегодня, кстати, слугу народа в прошлом, теперь депутатку-мажоритарщицу Анну Скороход судили. Избирали меру пресечения. Я абсолютно не погоджуюся з тією казкою, яка викладена в справі. І я прошу, щоб всі люди в Україні бачили, як проходить судове засідання. Категорично наполягаю на публічному розгляді. Значит, это начинается суд, и вот это она, в общем, берет слово и, так сказать, делает заявление для суда, говорит, хочу публичное рассмотрение, чтобы была трансляция прямая, чтобы все могли включить на Ютубе, ну, в общем, чтобы для истории, короче, чтобы это все было максимально публично. Говорит, она меня оклеветали, нарезку сделали, все дела. Прокуратура просила 10,5 миллионов залог или содержание под стражей. Сошлись на 3 миллиона гривен или, в общем, СИЗО. Ну, тут противоречивая пошла информация, потому что одни написали, что прям часа не прошло, и эти 3 миллиона уже внесли, ну, то есть, чтобы не ехать в СИЗО, Анне Скороход. Другие говорят, что эта информация, ну, опровергнута службами, мол, так быстро не получается, только назначили тут же сразу. Ну, в общем, дело такое. То есть Анна Скороход, да, то есть говорит, я хочу публичного рассмотрения. Сошлись тоже где-то посерединке, как и с залогом. В общем, заседание слушания открытое, то есть каждый может, ну, там, понятно, прийти, поприсутствовать, поддержать, но трансляции нет.
И в процессе своего выступления он говорит, меня там обосрали на всю страну. Ну, судья и сделал замечание, мол, не надо так, да, говорить, все-таки это високоуважаємий суд. Тому що ті матеріали, які були викладені в соцмережах, а також в мережі інтернет, не відповідають дійсності. Більше того, представники НАБУ під час проведення в мене обшуку виклали фотографії, які не відносяться ані до мене, ані до інших двох осіб, які згадані в цій справі. Ну, в общем, это такая стандартная практика защиты. Сделали все не так, и вообще это все монтаж. Доказывайте. Доказывайте, что это не монтаж. Ну, посмотрим, как будет двигаться суд по этому направлению. Но то, что репутационно уже пострадала Скороход, это правда. И никакие трансляции судов ее не обелят. Она же все-таки, ну, или перейдет в разряд Коломойского, или не перейдет. Потому что Коломойского у него сегодня тоже должен был быть суд. Его вчера не довезли до суда, потому что сломался автозак. А сегодня должен быть новый суд пройти. Ну и там судья заболел, поэтому, в общем, не везут его в суд. Он говорит, я сделаю важное заявление, сорву маски, там, с Зеленского, со всех. Он же, как говорит, до Бонапарта играл. Значит, скоро не будет тебя, Зеленский. Ну, в общем, Коломойского не довезли. Вроде как в четверг должен быть суд. Посмотрим, довезут ли и все ли будут живы и здоровы. Но со здоровьем, конечно, в Украине туго, потому что холодно, света нет. Да и дорогой он. Сегодня представили вот такую сравнительную характеристику цен на электроэнергию. Значит, средняя цена в Европе, да, 24 год и вот красненьким 25-й. Вот средняя по Европе, значит, 90, скажем так, и 2, да, евро. Ну, так как бы копейки, да, в общем, это мегаватт, ну, вы поняли, то есть 90,2, в Украине 116,3, ну, вот, за мегаватт. Ну, у нас киловатты больше интересуют, но это типа мегаватт. Ну, понятно, что это центы. А у нас вот, пожалуйста, да, вот такая цена. В Италии там 121, в Польше дешевле, в Германии дешевле, которая бешено экономит свет везде. В Испании вообще дешевле, вдвое почти, и во Франции. В Швеции вообще коммунизм, еще дешевле электроэнергия. И вот этого света у людей нет за бешеную по европейским меркам цену. Нет. Уже доходит до того, что, ну, в общем, паровозы, которые как бы на электрической тяге, ходят на тяге допотопной. Откопали ну, реально паровозы. Ну, вот просто что-то необыкновенное. В столице, в Киеве, на центральном вокзале, да и вообще так по городу, где там люди с камерами, люди снимают, конечно, они, для них это в диковинку. Раньше на такие только в музеи ходили смотреть. Вот они, собственно. Вот они, прет паровоз, прет. Смотрите, дыма столько, как в кино прям, как какое-то, не знаю, начало прошлого века. Вот так вот. Дуду, дуду, чух-чух-чух. Понимаете? Вот таким вот макаром. И все как-то так вот это в ТикТоке снимают, люди выкладывают, конечно, поражаются, ничего себе, 21 век, а мы вот на этих ведах, ну, в общем, на этих старых моделях ездим. Так а как, если оно работает? Ну как? Оно работает, вот это, света нет, электроэнергия побита, подстанции тягловые тоже. А этот вот нормально, угольку подбросил, топливо засунул, и он прет себе, едет. Война откатывает Украину на столетия назад. Там говорят 50 лет, 100 лет назад. Некоторые говорят вообще в 17 век. Ну так вот это, налицо. Причем есть такой эксперт Харченко. Он говорит, 2-3 удара и все. Каменный век. Потому что отремонтировать после 2-3 обстрелов, сразу все вспомнили Арестовича, 2-3 недели, вот того образца, да, работы в офисе президента. 2-3 обстрела, и уже нечем будет ремонтировать, собственно, повреждения. Резервів зараз практично не існує.
Я не бачу жодних ресурсів і джерел грошей для масованого відновлення резервів. Себто, можливо, я просто чогось не знаю, я був би радий цьому. Але я не бачу зараз ресурсів ні у Укренерго, ні у генеруючих компаній, ні у розподільчих компаній особливо, для того, щоб закуповувати те обладнання, яке їм вже потрібно і буде потрібно через 2-3 місяці. Себто у Укренерго якісь закрома ще працюють і щось там ще є. У всіх інших, наскільки я розумію, ситуація близька до такої, що вони через певний і дуже короткий час, 2-3 атаки, будуть просто дивитись на пошкодження і не розуміти, яким чином це відновлювати. Вот так, спокойно, экспертно. Он говорит, трындец. Энергосистеме ремонтировать будет нечем. И как, опять-таки, как вот во время мобилизации и жесткой бусификации, которая, понятное дело, усилится, которая, понятное дело, да, вот нужно будет, собственно, вот это ж опотужнили всех через телемарафон, на который 2 миллиарда выделили. А теперь вот будут как бы подпитывать, усиливать это все дело. Как вот эта женщина с шариками светящимися в Киеве, да, во время мобилизации, выполняет роль какого-то, не знаю, просто такого контрапункта, да. Так сегодня на Троещине во время блэкаута салют кто-то запустил. Смотрите. Троещина. Жизнь дала трещину. Еду на Троещину. Все. Кто-то решил, так сказать, отпраздновать, что энергетики украинской осталось на 2-3 атаки. Зеленский же сегодня говорит, если что, то к энергетическому перемирию мы готовы. Зеленский готов к энергетическому перемирию. Он, значит, не будет стрелять по НПЗ, а вы, пожалуйста, не стреляйте по, скажем, электроэнергии, генерирующим мощностям, инфраструктуре. Вот давайте на фронте воевать, а вообще перемирия нет. То есть и тут уже он решил как бы исковеркать позицию Трампа, если правильно пишет Financial Times, что до 25 числа остановить войну на рождественское перемирие. Поэтому, судя по всему, перемирие может быть рождественским, но энергетическим. Тем временем в Николаеве скандал. Там тоже из-за проблем с электроэнергией, и компания, которая школьным питанием занимается, детям еду готовили под открытым небом, под дождем. А завтрак вообще не успели приготовить. Новый тендер на питание школ. Пища готовится на улице под зонтиком, под дождем. Кашу варили під дощем, а діти залишились без сніданку. Миквісті показують, яким був перший день кейтерингу в школах день Миколаєва. кейтинга. Перфоратором молотится, каша заливается кипятком. Это цирк. Вот и тендер. Видно, вот кабака. Коп не справлявся з завданням. Вчора був перший день, коли Просеко 8 мали готувати 27 шкіл, але говорять, що діти залишилися з холодною їжею і... Але ця ситуація, вчора була вона трошки негативною. Это заммэра начинает отвечать. Говорит, да, немножко да. Еще так мне так нравится, как подписывают. Вице-мэр. То есть они там вообще это отбитые в этом Николаеве. Вице-мэр. Прикольно вообще. Николаевские вести подписывают вице-мэра. Говорит, да, была такая ситуация. Вона там була кадрова. То есть причина, не, смотрите, там дело в кадрах, тут со светом все нормально, генераторы, все. Это проблема просто с, в общем, организационные вопросы. Люди там ще кинули чи пішли, щось зв'язано з цим. КОП надіслав їм попередження про претензії про те, що вони майже зірвали це. Сьогодні КОП тримає це на контролі, і сьогодні другий день, і все поки що добре. То саме форс-мажор стався зі сторони Просеко 8, вони не були готові. Так, там я так зрозумів, що декілька людей сказали, що не вийдуть на роботу. Вчора ви, я так розумію, дивилися, як відбувається саме технологічний процес підготовки харчування, так? Цим питанням займався КОП, тож він замовник даної послуги, і вони там займалися технологічно. Тому що також попадаються відео, що готують їжу прямо на вулицях. Наскільки вам це відомо? Сам я не бачив цього ще відео, скажу чесно, але КОП тримає на контролі дане питання, бо технологічно має бути дотримання норм всіх.
Вони вам обіцяють Просеко 8, що сьогодні вони знайдуть достатню кількість Сьогодні працівників. вони вийшли, там не знаю, чи знайшли нові кадри, і сьогодні КОП відтелефонувався, що вчасно приготовлено, вчасно загружено, вчасно розвезено по школам. Поки так. Ну, короче, всех победили, потому что вице-мэр молодец. Но название, конечно, предприятия, которое готовит еду, Просека 8. Не знаю, Шеридан 9, понимаете? Или там, я не знаю, Мадам Клико 18. Детям готовили под открытым небом. Проблема, в кадрах проблема была. Ну, как-то так. Ну, вот такое школьное питание. Это то питание, на которое Зеленский, помните, мы тоже в шуме говорили, просил деньги у Урсулы. Говорит, Урсула, дай денег. Надо школьников кормить, война же. Вот они под открытым небом, из-за того, что у них форс-мажор, так сказать, накормили вчера, получается, в понедельник детей. Еще одна новость по поводу юридических очень интересных вещей, которые происходят. Значит, мужчина, которого дважды не выпустили за границу, потребовал 300 миллиардов гривен компенсации. И Верховный суд встал на его сторону. Сообщается, что истец обжаловал 2 отказа пограничников от 16 и 20 июля прошлого года, 24-го, и утверждал, что именно право пересечь границу, поскольку ухаживает за матерью жены, имеет оформленный выезд на постоянное проживание в Канаду. Мужчина хотел возместить 3050 гривен материального ущерба и 300 миллиардов гривен морального ущерба. Суды первой апелляционной инстанции вернули ему заявление, сказали, ты дурачок. Но Верховный суд удовлетворил кассацию и постановил взять дело опять в оборот в суд первой инстанции для того, чтобы продолжить разбирательство. Представляете, люди какие с ПМЖ в Канаде? Научились, все. Верховный суд говорит, не, ну как вы отказываете? Он же просит, надо же разобраться. Вот и будут разбираться. Вообще с этим выездом ситуация серьезно ухудшилась. Сейчас по всей Европе наблюдается увеличение украинцев, потому что зима реально невыносимая с отключениями света и с именно гуманитарной ситуацией. Об этом даже Мендель пишет. Значит, Украина сообщает о массовом оттоке населения. С 3 октября по 14 ноября страну покинули 128 тысяч украинцев. Это столько же, сколько за предыдущие 9 месяцев вместе взятых. Это данные ООН и Евросовета, они подтверждают, что тенденции резко усиливаются. Аналитики НБУ, Нацбанка, указывают на непрекращающиеся удары по объектам гражданской инфраструктуры. Этому нужно положить конец, пишет Мендель. Но как? Нельзя запирать миллионы в клетке войны и заставлять их умирать за идеи. Вы представляете? Я вам давно говорил, когда только Мендель вылезла и начала там хулить Ермака, хотя до этого в книге его хвалила. Выборы начались. Выборы. Резко о людях все задумались. Они первый был маркер этому. Кулеба этот смешной, как там с женой на Монатике, да, который там разглагольствует о том, что ой, хорошо, у нас Киев не взяли, поэтому мы вообще молодцы в историческом смысле, а так постоянно Москва Киев берет, и, в общем, ничего не происходит. Они уже все, они в курсе. Надо, значит, перестать заставлять людей умирать за идеи и, в общем, всех выпустить за границу. И нормально, вот такая хорошая программа. Голосуй. Зеленский, интересно, пообещает это своей компании, если пойдет на второй срок выборов? Он же говорит, я готов, но готов я пойду. Ну так иди, сходи, Зеленский, так и скажи, я открою границы. А сейчас спросят, а что ты до этого, до выборов не открывал? Ну как, почему? Потому что надо, чтобы вы проголосовали и переизбрали. Вообще ситуация бедственная в Украине. Тут на очередной панели, очередном собрании цифра засветилась, что украинцы, большинство украинцев, экономят на еде, чтобы купить себе таблетки.
59% українців економлять на інших товарах, щоб купити ліки. І 51% українців економлять на їжі, щоб купити ліки. І переважна більшість серед них це пенсіонери. Старші люди найбільш вразлива група, 62% людей 60+, от економлять на харчуванні повністю для того, щоб користуватися ліками. 94% українців, майже 100, відчули подорожчання ліків. Ну, в общем, это данные. А в каком контексте сказаны? Ну, в контексте там украинских производителей лекарств. Это, в общем, руководительница совета директоров Дарницы, фармкомпания «Загори», и вот она оперирует такими цифрами. Как у таких людей выиграть выборы? Ну, конечно, что-то дать, и ты выиграешь выборы. Вот Зеленский дает. Зеленский чекап обещает на следующий год бесплатный. Зеленский, в общем-то, дает. Зимнюю 1000 тебе дает. Конечно, он готов к выборам. У него все заряжено. Врачам, учителям зарплаты, зимняя 1000, помощь многодетным там по 6,5. Конечно. Вот и выберут Зеленского. Он уверен в себе. Более чем. Но ключевая махинация всех этих телодвижений по выборам наверняка будет с количеством людей и с количеством проголосовавших. Потому что эксперты утверждают, что это, если это выборы вот провести, то они будут рекордно низкими по явке. Рекордно. Потому что за границей там бог весь как организуют, так для проформы там нарисуют, что победил Зеленский наипотужнейший. Но по большому счету люди будут отсечены от процесса голосования. В Украине тоже, потому что у нас во время военного положения это все будет происходить, а военного положения – дефис мобилизации. То есть ТЦКшники на избирательных участках вполне себе. Так многие задаются вопросом, а сколько вообще украинцев? И тут потужный директор потужной одной из агрокомпаний открыл всем глаза. Слушайте, что это вы говорите, что украинцев так мало? Нормально. Их 30, 35, 32 миллиона. Представляете? Да, як же ж порахувати, скільки реально людей залишилось в Україні? Є насправді супертрастовий інструмент. Це хліб. Адже кількість хлібу, яку з'їдає один громадянин, одна людина, вона в межах квартала або в межах року насправді суперстабільна. Да, є якісь звички, які змінюються, да, умовно там колись їдять більше чорного або десь їдять там більше тостового хліба, але якщо міряти кількістю борошна, кількістю хліба, то це суперсталі цифри. І хлібники разом з борошномелами, насправді в більшій частині хлібники, порахували цю офіційну статистику. Вони кажуть, що -8, але -8 від чого? Вони кажуть, все дуже просто, ось є дійсно дуже схоже на правду, що 41 мільйон, да, був у нас станом на початок 22-го року. От, і зараз ми бачимо -8. Тобто зараз оцінка десь 32-33 мільйона людей у нас з вами проживає в Україні. Ну так вот, 32 миллиона в Украине человек. Это он по хлебу посчитал. Понятно, что это очень потужные цифры, понятно, что гораздо меньше, но хочется же верить, что ты живешь в большой стране, что их 32 миллиона. Ну, правильно, 10 выехало, хлеба не едят в Украине, а все остальные едят. А сколько из них ест только хлеб? Об этом история умалчивает. Видео, которое мне прислали на предложку, в рубрику «Колобок. Куда мы катимся», которое пробирает по теме хлеба до, ну вот прям до слез. Донбасс. Линия боевого соприкосновения. Дело не в перспективе, дело в том, что надо выезжать просто. Я знаю, но надо было выезжать, наверное, 4 года назад, когда все начиналось. Волонтер встречает бабушку, которая с клунками, там, с какими-то пожитками, что-то ездит, собирает. Говорит, ну что не выезжаешь? Ну надо было раньше выезжать. Погнали. Умные люди все выехали, но я никогда не думала, понимаете? Я понимаю, может помочь. Как вам помочь, скажите? Помочь? Никак. Пока никак. Ну, мы еще увидим. Надо только ваше желание, и все. Желание это одно. Я приеду куда? В Краматорск на платформу или в Лозовую на платформу, а дальше что? Эти покосившиеся кресты, конечно, на церкви, это особый антураж придает. Хлеб надо, хлеб надо. Хлеб? Да.
Ну, если есть... Есть, возьмите у меня. Берите быстрее в рюкзаке. Берите, открывайте, берите. Так а как я его? И гудят, гудят, слышите, дроны. Там открывайте отделение, бля, там, видите, над нами что-то А не летит. бойтесь никого, вы не При чем тут это, хоть Ну, ему волонтер, он говорит, да не бойся, говорит. «Ну, это там нормальный дрон, ну все нормально. муж, хоть зять, хоть сват. будет. Сейчас. Берите себе Вас буханочку сам хлеба, Бог берите. послал, сам Берите, Бог. берите, берите. Берите две, вон, берите две, берите. Открыла. Ой, боже, я, наверное, Есть там хлеб? Да хлеб-то есть, только как добраться Да до берите него? его руками просто и Так все. а как же? Ага, батон. Все, вот нашли, он. берите, берите, Один, берите. два можно, Берите да? два, да. Ой, Лысенька, где вы его взяли? Купил в магазине, привез людям, где еще? А где? У меня же нет магазина. Так я не отсюда, я приехал, я волонтер, я откуда? людей вывожу. А, Я же вам поэтому предлагаю выехать. а можно тогда еще один? Я Берите, 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 быстрее это, А, и всё. куда-то во дворы давайте, чтобы не стоять тут на этом, Ладно. на открытой местности, Спасибо. поняли? Всё. Давайте посчитаем по хлебу, сколько людей в Украине. И знала эта бабушка, да, что на старости лет ей вот это вот придется переживать. А Зеленский войну не хочет заканчивать. А бабушка, у нее счастливый случай. 3 буханки хлеба. Вот такой шум, дорогие друзья. Вот так, собственно, все и происходит. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Всем, кстати, большое спасибо за поддержку, за то, что Владимир, да, спасибо большое за то, что поддерживаете, за то, что ставите лайки и, конечно, пишите хорошие, добрые комментарии во время эфира и после эфира, и в записи. Кстати, играете в игру в города, пишите, откуда вы. Готов ли Зеленский к выборам? Значит, 13% да, потому что на них не пойдет. 15% конечно, все зачищены. 31% нет, он блефует, без алибабы никак. Ну и 41% плевать, готов, не готов. США сказали, будут выборы. А раз США сказали, ну так значит выборы будут. Вот такая, собственно, история. Значит, пока мы с вами шумим, летит табун дронов на Одессу, звучат взрывы. В общем, как бы такая достаточно опасная ситуация, поэтому Одесса, большой привет, слова поддержки. Дронов действительно много. Ну вот, пожалуйста, еще сообщают, что во Львовской области мужчина напал на сотрудника ТЦК с кухонным топором-молотком. Пострадавшего госпитализировали, находится в стабильном состоянии. То есть это безумие продолжается непосредственно. По поводу офиса президента тоже из расшифровок. Так, из расшифровок Зеленского, да, он говорит, что такое чувство, что проще ликвидировать офис президента, чем назначать его главу. Много таких вопросов, честно говоря, война гораздо важнее, это он говорит. Получается, что нет Алибабы, нет и офиса президента, понимаете? Все, мы какой-нибудь новый придумаем офис и опять вернем Алибабу. Вот это вот такая у него логика, в принципе, как и с Зеленским на выборах, как и с вот этими выборами. Я готов, но вы мне обеспечьте, пожалуйста, безопасность, чтобы Путин не стрелял, и все тогда будет хорошо. Так, ну и тут из таких, из новостей Гончаренко припомнил, что в августе месяце тоже значит, да, Безуглая сказала, что... В общем, Гончаренко припомнил Зеленскому о том, что в августе месяце тоже была идея объединить
энергетическое перемирие, да, там с перемирием, и через час Зеленский отказался, потому что, говорит, это наши санкции, а сейчас, видимо, прогнули его, и, в общем, он предлагает России энергетическое перемирие, мол, давайте не будем стрелять. Но это, конечно, да, когда осталось на 2-3 обстрела, как утверждает Харченко, самое время, в общем, энергетическое перемирие заключать. Все, конечно, понимают, почему и какое это наименьшая жертва непосредственно для Зеленского. Так, давайте заглянем, что у нас в рубрике «Колобок. Куда мы катимся?». Спасибо большое за то, что пишете. Так. Литва намерена объявить в стране чрезвычайное положение из-за угрозы безопасности, которые создают воздушные шары. Ну, видите, Литва — это такой момент. Они рельсы разбирают из-за воздушных шаров. Собственно, угроза нас безопасности. Так, привет из Мурманска. Тут спасибо за большие, за хорошие, добрые слова. Слушаю интервью и вас. Значит, перечисляет гостей, там кто из Словакии, кто трезвый, кто пьяный, кто скользкий, кто остроумный. Спасибо большое. Там кто-то с бородкой, кто-то без бородки. Так, признавать, что позиция поменялась, тоже очень большая смелость. В общем, в Мурманске вас смотрят, поддерживают. Про то, что стало меньше сочувствия мирным людям. Я могу только сказать только о себе. Нет, у меня не меньше стало сочувствия, но со временем я стала видеть больше «отбитых», в кавычках, украинцев. Даже те, кто приехал к нам, они же до мозга костей пропитаны вот этой жаждой кого-то обмануть, нажать на жалость, прослезиться, получить наживу и из-под тишка ненавидеть, завидовать, сплетничать и просто иссыхать от злобы за спиной своего благодетеля. Это же ужасно. Да, я по-прежнему переживаю за людей, которые подвергаются войне, но такие родственники, братский народ, мне совсем не нужны. Вот вообще как-то так. Спасибо за эфир и эмоции. Вижу, как тоже скребут кошки на душе. Ужас, конечно, страшно, но бояться вместе как-то менее страшно, что ли. Спасибо вам большое, Ирина, за то, что написали из Мурманска. Смотрите, разные есть люди. Абсолютно разные. Ну, как вам сказать? Это все-таки... Обо всех украинцах не надо так судить, которые к вам приехали. Но, с другой стороны, это же вопрос выживания прежде всего. Люди выживают как могут. И в этом, наверное, отчасти. Ну, а с другой стороны, а когда вот нормально жить было? Ну, вот если так подумать, понимаете? Ну, когда? При Кучме, там, вот эти 90-е, раздрай, там, предприятия стояли, перепродавали, эти приватизации, задержки. Только все более-менее выровнялось, более-менее как-то что-то, какой-то просвет был, пошли нулевые. Ну, все мотались по заработкам, да, все 90-е, в Россию. Потому что на стройках там кто-то что-то, ну, в общем-то, вот эти все моменты. Только что-то как-то... Тут раз тебе, туда-сюда уже оранжевая революция. После оранжевой революции опять вроде договорничок, вроде как там начали воевать с Россией в плане, ну, вот этих... Ну, там Тузла была еще раньше, там, но я имею в виду в плане, там, то сыры давили, то, в общем... Ну, короче, воевать торгово имеется в виду. Но все равно... Раз 14-й год, там, одна революция, вторая революция, война, АТО... Да, то есть пошли друг на друга с войной. Две войны, ну, имеется в виду, их кто объединяет в одну, но тем не менее, одна война, которая мало кого касалась на всей территории Украины, но касалась. И вот та, которая сейчас коснулась всех абсолютно, и там минимальное количество не коснулось никак. То есть, когда нормально было жить? Всегда приспосабливались, всегда вот это угождали, всегда хитрили, всегда изворачивались. Всегда так было. Не было какого-то вот такого стержня. И вот я долго думал, почему вот эти, ну, есть там в ТикТоках, в разных в соцсетях набирают такие бешеные цифры или там популярность какие-то старые цитаты Януковича, шутки там Януковича или какие-то из вот этих... ну, таких смешных как-то, по-детски слеплено вот эти предвыборных роликов,
когда он людям говорил, продавал, ну, в хорошем смысле продавал как кандидат, стабильность. Стабильность. А тогда все говорили, какая нахрен стабильность? Тут на зарплаты, тут еще что-то, тут проблемы экономические, там денег не хватает. Стабильность. И тогда все смеялись над словом стабильность. А сейчас как бы плачут над этим словом. И вот сейчас тоже, да, давайте вообще расформируем офис президента, потому что уволили моего Ермака. Ну это же дурень. Дурень со ступой, понимаете? Как это Зеленский с булавой. Ну как так относиться? И, конечно, люди сейчас оборачиваются назад и смотрят стабильность, представляете? Есть такое предвыборное обещание. Так, Шелест, добрый вечер. До сих пор думаю, что конфликт закончится к концу года. Если так думаешь, какой твой новый прогноз? Новых прогнозов не будет. Я от своего старого, ну как, не отказываюсь. Я там, может, немножко сдвигается на начало года. Мне кажется, что Зеленского дожмут на это перемирие. Он не обманет с только энергетическим перемирием. Нет. Будет, что-то будут дожимать в этом. Будет ли оно соблюдаться, каким оно будет, это посмотрим. Но Трамп дожмет Зеленского. Дожмет, потому что, смотрите, можно же очень быстро отключить спутниковую поддержку и всю другую поддержку. И тогда будет весело. И ключевой партнер, скажем так, ну, заставит махать белым флагом. Но не перед Россией, а перед ним же, перед Трампом. Поэтому шанс, что мы войдем в некий прообраз какого-то рождественского перемирия, очень большой после сегодняшнего заявления Трампа. Но смотрите, даже если оно там не отыграет, все равно вот после сегодняшнего дня я хочу, чтобы все это четко понимали. Будут меньше умирать. Ну, имеется в виду на фронте. Все четко поймут, что ага, впереди выборы, и эти выборы остановят войну. Заметьте, Европа, ну там немецкий этот министр иностранных дел, нам встегивал про какой-то референдум. Да? Но эти выборы это будут референдум. Вопрос будет один. Вы за Зеленского или против? И вот тут посмотрим. Он уверен, что он пойдет, выиграет. Но, мне кажется, это будет опрометчиво. Вопрос, конечно, что украинцы уже много дерьма наелись с этими выборами, когда подсовывали нам кандидата, когда Порошенко приходил для того, чтобы за 2 недели закончить АТО, когда Зеленский приходил, чтобы... в общем, закончить войну, хоть с чертом лысым говорить, и давайте сойдемся где-то посредине. Ну, нельзя умирать, не надо умирать, мы должны жить. А получилось хуже и еще хуже. Поэтому нам, возможно, украинцам подсунут еще кого-то, но это будет однозначно лучше, чем Зеленский. Опять будем выбирать из 2 зол. Опять возможен обман. Но то, что Зеленский выиграет, мне кажется, вряд ли. Трамп сделал феноменальный ход. Он начал предвыборную кампанию в Украине официально. Начал ее для Зеленского. Начал среди других. Корчинский он агентов Америки ищет поза углами. Поэтому дело такое. Так, мне будет интересно, как Путин будет объяснять своему народу мирное соглашение, поэтому 0% на мир. Никак, я уже это говорил в шуме сегодня, что будет объявлять. Ну, тут пишут, да, не удивлюсь, если выиграет. Ну, подтасуют, выиграет, конечно. Выборов не будет. Возможно, не будет, но Зеленский будет затягивать эту историю в своих целях. Ну, тогда возобновление войны, понимаете? И тогда уже все. Тут тоже нельзя слишком заиграться. Я понимаю, что вы имеете в виду. Он будет крутить, вертеть, а потом говорить, мне не поступили предложения, вот нам надо закон какой-то
принять, очень и очень долго его надо принимать, какими-то там, не знаю, 2 сессиями, например, или что-нибудь, или какие-то изменения в Конституцию давайте, или что-нибудь еще под этот шумок пропихнут. Вполне вероятно. Но военное положение не отменят, мобилизацию не отменят, но типа будут бурно готовиться к выборам, точно так же, как эти пункты обсуждали бурно. Трамп же как говорит, команде очень понравились мои пункты, а Зеленский не читал. То есть это не читает, но не читал, но осуждает. Да, паровоз с трезубом, смешно. Сделают молдавские выборы. Ну, возможно, но Зеленский на это рассчитывает. Вот на это рассчитывает, на молдавские выборы рассчитывает. Я тоже из Хабаровского края, тоже вынужден экономить на еде. Пенсии на все не хватает. Увы, Виталий пишет из Хабаровского края. Так, значит... Так. Заблокирую спамера какого-то. Пока не увидел какого-то спамера. Голд какой-то. Непонятно, что за голд. Могут ли смотреть ваш канал на Украине? Могут смотреть и смотрят. Вы же видите, из Киева пишут люди, из других городов, из Одессы. Могут через VPN или поменяв в настройках Ютуба страну. Александр, если США додавят выборы, так устроят проигрыш Зеленского чушпана, а по безопасности выборов пусть в Конча-Заспе проведут. Там безопасно и иногда не пролетит. Ну, там разборки между ГУР и ВСУ, так что безопасность относительно. Путин не будет стрелять, будут сбивать Зеленского и его снесут. Но, вы знаете, это, в принципе, укладывается и в эту логику, что, условно, я вот такой был мощный, такой хороший, но вы меня 2-й раз не выбрали, поэтому сами виноваты. Вот так. Саша, как это происходит, увеличение украинского в Европе? От голода пухнут или от избыточного кормления? Нет, бегут, выезжают. Те, кто остается, выезжают за границу в Европе. Увеличивается как? А как жить без света по 16, по 18 часов в отдельных населенных пунктах? Собирают манатки, едут, претендуют на какую-то помощь. Да, уже не так активно помогают, но хоть как-то. Так. Белгород, да. Потужный бонефтик. Александр, когда с Дианой Панченко будет диалог? Очень скоро. Очень скоро. У нас уговор с ней, что беседу проведем в первый день бегства Зеленского. Я думаю, очень скоро. Я думаю, что выборов не будет. Права там наша пользовательница, которая там все как бы вывернется. Подскажите, пожалуйста, знаете, где Елена Лукаш? Вроде как в Киеве, ребенка родила. Ну, это как личные подробности. Ну, в общем, это такие, это, ну, просто там обсуждали с кем-то. Все вроде нормально у нее. Так. А что, найдутся те, которые скажут, что 2-й раз не выбрали? Может, и найдутся. На Урале 2 часа 41 минута. Я Банькин работал, но эфир, как всегда, достоин посмотреть. Спасибо большое. Спасибо вам большое. И спасибо большое за то, что пишете, за то, что присоединяетесь. Значит, никто из Краматорска не бежит, 53 тысячи жителей. Ну, смотрите, участились выезды, самостоятельные выезды, и даже губернатор, назначенный Зеленским, якобы там в узких кругах это так передают волонтерам, там вот этим, ну, приближенным, говорит, надо выезжать из Донецкой области, потому что, судя по всему, так, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть с боями, хоть без боев, Донецкую область сдадут. Это решение уже как бы принято. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели, за то, что поставили лайк, за то, что побывали на сегодняшнем эфире. Очень благодарен всем за компанию. Начинаем выборы. Без того, чтобы окончить войну. Ну, такого поворота ждали мы долго, ровно с мая прошлого года, когда Зеленский
у него закончился срок. Посмотрим, куда вывернет. Берегите себя и друг друга. Добра и света!